Всем привет! Начинаем стрим, день 200, хотел сказать, 4-й у нас день. Наконец-то вырвался до стримов, хотя, судя из того, что сейчас происходит, тут сейчас может быстро все закончится. Ну, в общем, короче, стримы. Наконец-то есть контакт, наконец-то можно что-то делать. Ой, сейчас бы еще наклацать то, что надо. Да, давно не выходил. Но надо хоть поздний, хоть этот. Может, завтра тоже запустимся в субботку. Что-нибудь будем думать, придумывать. Как-то так. Итак, чем мы остановились? Я уже часть тут переделал. За кулисами, так сказать. Часть переделал за кулисами. У нас было 4 виджета, которые что? Которые за перемещение отвечали. Там на тике это все было. Мне это очень не нравится, что на тике то, что их 4. Логика происходит в каждом из них. И было решено кое-что сделать. Но объединить это еще было решено в прошлый раз. В прошлый раз. Сейчас, секунду. Так, а он... Так. Запустились? Запустились. Да, я создал, в общем, класс новый. Сюда засунул, в общем, мастер move виджет. Засунул сюда эти все штучки-дрючки. Здесь у нас логика какая? Удобно. Непривычно, вернее. Так, у нас есть наш виджет, который мы создавали в прошлый раз. Вот эти вот кубики, полосочки. У него также хранятся вот эти move парамы все. У него появился указатель на его овнера. И что у нас здесь происходит? В момент, когда мы навелись, у нас set move param происходит. А когда мы ввели, то move leave. Mouse leave происходит. И что у нас здесь? Здесь мы на native констракте создаем, точнее передаем в них нашего овнера. А на set move param, который у нас тот запускает, когда наводится, у нас передаются эти параметры, записываются. Ну и после уже мы увеличиваем move count. Если он равен единице, то мы запускаем метод move camera. Ну а, соответственно, mouse leave мы move count этот уменьшаем на единичку. Запускаем метод, где мы тут world проверяем. Я world проверил, но я его не вызвал здесь. Это гениально. Ctrl-C сюда, Ctrl-V. World, вот. И мы запускаем таймер, который на следующий тик сам себя вызовет этот же метод, да, и все пойдет по кругу до тех пор, пока у нас move count не будет меньше либо равен нулю. Логику, я думаю, так понимаем. Мы навелись на эти штуки, а у нас +1 стал. Если мы здесь навелись, мы из этого ушли и перешли сюда. И вот таким вот образом у нас минус, плюс, минус, плюс, плюс, плюс. И когда мы уходим от них, то у нас 0, он останавливается и все. Плюс это в том, что у нас каждый тик все не происходит. Да еще и у каждого никакие булы тут не спрашиваются. Ну, тут, конечно, чуть потяжелее, чем булы. Но, тем не менее, в каждом он не существует. Это все не на ивент-тике происходит. Тик тоже запускается каждый тик, да. Но только тогда, когда нам это надо.
О, тут Тру, приветствую. Приветствую, приветствую. Там, кстати, новые еще появились эти команды. Буду байтить на новые команды. И старые я частично переделал. Некоторые не изменил, а некоторые не изменил. Вот. Ну, приветствую. Так. Хорошо, наверное, хорошо. Сейчас на всякий случай проверю еще. Блин, а ну-ка я звук сейчас так... Ой, девочку восстановил. Люблю голосовые. Как его... Да, деваху вернул. Деваху вернул. И это самое. И вот. Ну, там не только деваха. Да, я же говорю, там много чего. Там очень много чего интересного. Надо заглянуть и посмотреть, и использовать. Вот. Рандомные вещи некоторые завез. Переделал часть старых. Некоторые вообще убрал команды. В общем, с командами я там поработал. Ладно, мы это сделали. А теперь я бы хотел, во-первых, вспомнить, как это все тут работает у нас. Как раз в неделю возвращаться к этому всему. Это какая-то прям какая-то задница. Это прям какая-то задница. Что я хочу? Я хочу, чтобы у нас... Во-первых, я хочу перезапустить. Это World изменил. Лайфкодинг мы боимся, мы его не используем. Лайфкодинг мы не используем. Мы его боимся. Сейчас сделаем, чтобы у нас появлялось что-то на клик. То есть мы кликаем, у нас какой-то кубик спавнился, чтобы он спавнился и для первого, и для второго. То есть кликнул первый игрок, у нас появляется кубик, и вот второй игрок. Ну и у второго игрока он тоже на экране появляется. То есть Дождались. Привет. Дождались, да, привет. Ну, блин, ну вот так вот сегодня вроде как получилось, я не знаю, там еще процессы идут по работе, короче, все, весь в работе. А я тут все вожусь с шейдерами из генерации мира. В итоге сделал реализацию модульных шейдеров, когда шойлер можно собрать из разных кусочков файлов. И при сборке еще чтобы можно было использовать Define. Генерация мира. Модульный шейдер. Капец, ужас. И для меня это что-то какой-то космос. Круто. Это круто. Так. Блин. Что-то я, наверное, поторопился стрим запускать. Так. О. Кстати, когда у тебя получится спавнить объект по клику, следи за тем, чтобы в мире он реально спавнился один. Бывает такое, что накосячишь с репликацией ее и спавнится визуально один актор, а на самом деле это два актора в одном месте. Типа, что сервак заспавнил его и этот заспавнил. Как-то так что-то работает, якобы. Или как-то он у того сработал спаун. Ну, будем смотреть, да. Ну, в общем, суть какова. Сейчас он у меня на разные экраны его закинул. Засранец. Ну подожди, стой, не надо этого делать. Windows. Так. У нас есть вот эта вот фигня, да, то есть вот он двигает, все хорошо, эти мы сейчас скроем, чтобы их видно не было. Ой,
Подожди, верни. Dual Collision тест надо убрать. Есть контакт, правильно? Правильно. Есть контакт, все это работает. Теперь я хочу, чтобы, допустим, вот наше поле, я вот сюда вот кликнул, и вот тут под мышкой что-то появилось. Вот. Что-то появилось. Не то, чтобы нам это надо, нам это, в принципе-то... А нет, подожди, нам это надо. Кликнул, и построилась башня. Но. Тихо, но. Вот клик, и что-то появилось. Тут появилось, и тут появилось. Вот, давайте этим заниматься. Вот это вот мы делаем невидимку. Border 0. Опля, compile. И что у нас? Ай, какая красота. Так, все работает, все двигает. Хорошо. Я хотел отключить... О, как неожиданно это. Раз стримов мало, и я паёк урезаю. Да как работа вообще? Нравится хоть? Или работа есть работа? Привет, спасибо большое. Огромное спасибо. Паёк урезает. Это не меняет того, что спасибо огромное. Короче, работа отлично идет. Сегодня дедлайновый день. Сегодня вот перед стримом мы, короче, собирали там показывать заказчику, отправляли. Короче, в общем, экшен. Мне нравится. Пока мне все нравится. Вот. Пока все отлично. Великолепно, я бы даже сказал. Весело и интересно, и как-то так. Вот. Ну, единственный минус, то, что на стримы, конечно, времени там не особо. Вот. Не особо времени. Это надо прям мощно быть, чтобы время на стримы были. Каждый день условно. Ну, в общем, как-то сегодня выбил, может быть, завтра еще постримим. Так вот будет. Условно, пятница 50 на 50-50, а вот суббота 100%. Может быть, переведем на такой режим. Может быть. Смотрим. Спасибо еще раз. Так. Камера. Dual Collision тест. Включить. Вот. И, соответственно, вот он не будет его плющить. Это нам надо. Это то, что нам надо. Он туда-сюда его не дергал. Хорошо, есть контакт. Далее. Далее нам надо... Далее нам надо что? Далее нам надо создать вот этот вот клик. Нам надо этот... Как тяжело вспоминать, кто, где, куда. Main, не PC, вот этот. Main pawn. Вот здесь вот тут нам надо добавить такую штуку, как маус-клик. Main pawn. Input action. Right mouse button, left mouse button, click. А, у нас он и есть уже. Мы уже создали left mouse button и right mouse button, click. Теперь. Привет. Привет. Хей. Хей. Новые команды. Я все жду, когда люди начнут новые команды использовать, которые я добавил. Под стримом ссылка на команды трансляции. Там новые команды интересные, увлекательные, прекрасные. Разные. Я надеюсь, что они работают будут. То я сейчас вас затриггерил. Не, игра не работает. Играет старая команда, еще не работает. Потому что я не знаю, что будет за игра. Игра. Так. Петушиный крик. О, запишите его, чтобы слышно было. О, первый пошел. Это вот новенькая, да. Но это еще не те команды. Там есть интереснее команды. Там есть интереснее. Здорово. Шоу процесс.
Видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X 64 ГБ оперативной памяти DDR5. О, так, left mouse button. Сюда вставим. Left mouse click. Давайте так сделаем. Left mouse click. Клик. А кто нажал dance? Я все понял. Ты чё это? Негр в Ты костюме чё, имбы осуждают? Ты классный. дурак, Ну, что это ли? просто имба. Товарищ. Ты дурак, что ли? Осуждают. Ты чё такое это самое? Сейчас бандам. Прекращай такое это самое. Чё, издеваешься? В бан добавить это слово. Ты чё, гонишь? Кста, что за Тавер Дефенс? В чем прикол будет? Соревновать не... Ахахах, хахахах, тогда убери его. Кого убери? Осуждаю. Ты чё, гонишь? Так. Где тут... Осуждаю, ты чё? Кста, что делаешь? Tower Defense делаю. Left mouse click. Ну а там как в план с воскресенье зомби ес? Или просто линии и башни по бокам? Или что-то свое? Ну да, линия по бокам башни, идут противники, но это 1 на 1. То есть у нас, нам даются какие-то там монетки условно за то, что киляются эти мопцы. И мы их можем потратить либо на постройку базы, ну, то есть на улучшение своих башенок, либо на постройку новых башенок, либо на то, чтобы насрать во время волны, насрать противнику, либо усилить свои башни условно. То есть тоже какие-то там карточки условные есть, допустим, там на 10 секунд башни противника атакуют на 10% там, или на 20% медленнее. Или у них появляется шанс промазать, или еще какая-то фигня. Или наоборот, у противника враги начинают Я так быстрее понял, что идти. этот проект будет проще прошлой Идры. Ну, да и нет. То есть мы тоже можем отправлять монстрычей. Прикольно. Ну, насчет монстрычей я еще как это потом. Вначале надо реализовать вот эти вот просто взаимодействия. Но смысл в том, что ты должен, короче, продержаться дольше, чем твой противник. Вот так вот. То есть на вас идут одинаковое количество мобцов, каждая волна. Ну, не в смысле каждая волна одинаковая, а в смысле на этой волне 10 на тебя, 10 на него. И одинаковых мобов идет. Но в дальнейшем, да, ты можешь добавить к этой волне, условно, перед волной, добавить какого-нибудь моба, если у тебя есть эта карта, карточка вот эта, будем условно карточкой, но я пока не знаю, что это будет. И вот таким вот образом, короче, ты влияешь на него, он влияет на тебя, и кто дольше продержится. Для клика и спавна скорее всего нужен Line Trace из камеры. Line Trace на самом деле лучше сделать отдельным компонентом и привязываться к его хитрезалт в павне. Там же в компоненте репликацию сделать. Но это я так, просто делюсь своими Для действиями, клика и когда спавна, делаю скорее подобное. всего, нужен lane trace из камеры. А зачем тебе из камеры lane trace? Если ты делаешь left mouse click. Если ты делаешь его под этот... Короче, я не понял, а зачем с камеры? Если у тебя камера смотрит вверх, она вообще в другое место может смотреть. Ты хочешь в правом верху углу поставить, а ты будешь шлепать... ну, короче, он не туда будет смотреть. Зачем тебе с камеры? Тут не нужен из камеры. Тут lane trace, hit under cursor, по-моему, есть там такая штука, как... и в нем эта вся история. Короче, вот в этом тут есть история вся. Тут get vector 2D можно получить. Или как-то так. Короче, там получаешь под курсором, стреляешь... он, по-моему, сам именно этот получит. Короче, там заспавнить. Чё? А еще там есть еще команды. Че вы это остановились-то? Еще разные команды есть.
Ой, это самое. Так. Страшно, очень страшно. Мы не Ну, и знаем, что такое это есть, да. такое. Но это Если бы старая мы знали, команда, что это не такое, мы новая. не знаем, что это такое. Так, left mouse click. Дело в том, что мы-то из-под контроллера должны его получить. То есть get контроллер у нас должен быть. Контроллер. Петушиный крик. О, запишите его, чтобы слышно было. He under cursor. Вычислений меньше. Проще взять реальный актор камеры в мире и от него стрельнуть, чем вычислять положение курсора и конвертировать векторы. Так, ты же понимаешь, если ты стрельнешь... Подожди, так а какая разница? Всем пока, я домой. Какая разница? У тебя же... Подожди, ты понимаешь, что если он стрельнет, то он стрельнет прямо. Если стрелять в сторону мыши, условно, то тебе все равно надо вычислять, где мышь находится. Ну, то есть, в сторону мыши относительно тебе точку получить надо. Мышь-то на экране находится, а не в мире. Соответственно, тебе все равно надо получать ее. А я тоже сейчас вожусь с этим определением, на какой объект наведен курсор, и там все сводится к тому, что из позиции камеры пустить луч в вышку, чтобы определить, с каким объектом он пересекается. Так, а как вы из камеры? Объясните мне, я не понимаю. У нас есть камера. Где у меня открыто? У нас есть камера, вот камера. Вот у нас центр, вот он сюда его пустит. А мышка у нас здесь. Вот она здесь. Если мы навели сюда, он должен здесь создать. Ну, то есть вот тут вот он должен куб создать, а не здесь. Как вы его пустите именно туда? Она потом передвинулась туда. Нам все равно надо тогда определять, где он все равно в мире находится. То есть, чтобы от центра камеры стрельнуть именно в том направлении. То есть, нам все равно определять, где он находится. Так если мы уже определили, где он находится, то есть вот эту точку. Я сам не понимаю. Если мы уже знаем эту точку, так она нафига нам тогда вообще стрелять из нее? То есть... Я понял, о чем ты. Вычислять мышку в любом случае надо. Ну да. вот. Луч пускается не прямо, как смотрит камера. Позиция мыши легко конвертится в мировые координаты. Ну вот я чуть Херню не... сказал тебе. Короче, ты Ха-ха-ха. меня запутал, да? Молодец, ты молодец. Ты молодец. Так, вспомнить надо, как тут вообще... Как тут вообще получается эта фигня? А ну-ка, ГПТ. Не, подожди, это не тот ГПТ. Это не тот диалог с тобой. Вот сюда давай. А ну, напоминай давай ГПТ. Не помню. Надеюсь, что без клика мышь получить мероприятие, нам заменяем, нужно сделать DT Project из экрана координаты мыши. Что ты мне рассказываешь? Там все есть, по-моему. Get Mouse Position. Get Mouse Position из контроллера вызывается... это именно XY, это который на экране. Get Mouse. Тем более он, по-моему, есть в F-Input Action Value. Правда, это если Axis 2D мы введем. А, это на клик надо, а он-то его не знает. Значит... Ну, у тебя в Unreal, то, скорее всего, это есть уже. А мне вот это все Всем реализовывать пока, я самому домой. надо. Да. Все, пока. Ну, если ты, правда, пока не просто тестишь. Никто, главное, вот эти вот остальные, самые интересные, там, не тыкает комментарии. Все старые все выбирают. Старые команды. Там и справа есть эффекты, там есть, там видео, по-моему, или как я их там назвал. Самые интересные, да, там. Никто не тыкает.
Так, get контроллер. У нас здесь get mouse. Get mouse. Пока повода нет. Повода нет. Так надо же знать, что там, понимаешь? Это ж неизвестно, что там. Вот, надо потестить. А так да, минус я. До скорого. Давай, давай. Get mouse. Mouse position, нифига, не, он мне наврал, нет такого. Или он в player контроллере. Так, теперь у нас есть случай начала word location, направление word. Здесь делаем все, найти поверхность, trace world, line trace single by channel, бла-бла-бла, get word. Слушайте, давайте я просто его скопирую, то, что мне тут понаписывал. Get it result under cursor for objects под капотом тот же TS, но я припоминаю было еще что-то по поводу over actor, интересно, что там внутри, туда не смотрел. Ага, в эффектах есть не осуждаем. Да мы тебя уже осуждаем вовсю. Там есть в этом, там еще есть всякие. Есть еще всякие, там тоже интересно. Так, да, вот я помню вот этот get hit under cursor, но он, по-моему, именно с контроллера вызывается. Причем, если мы get контроллер делаем, мы же получаем не player контроллер, а просто контроллер. А нам надо именно что player контроллер, чтобы был. Да? Он же от player контроллера наследуется. Ну да, нам нужен на player контроллер. Ну тогда уже давай в этого сделаем. Или мы здесь его получали? Я твою душу любил. Может, мы его где-то уже... Не, нигде мы его не получали. Ну, давайте его сразу запишем. Мы вот так вот сделаем. Ее property main PC. Main PC. Main player control. Давайте так. Main. Да, main PC просто назовем его, да и все. Хорошо. Думаю, да. Main PC. Хорошо. Есть такая история. Через чеккаст его сделать, да и все. Чеккаст. Вариабле main PC. Класс A main PC. Object get controller. Контроллер. Хорошо, есть контакт. Единственное, что его надо подключить. Подключить сюда. Опа, я не помню, в какой ты по почке находишься. Плеер. Main PC. Main PC есть, все. Из main PC мы же теперь можем вытащить get hit under get result under cursor, get hit result, get hit result under cursor. Вот эта вот фигня нам надо. И вот она как раз таки возвращает нам в hit результе вот эту вот локацию, которая нам нужна. То есть по какой коллизии он стреляет. E-collision channel, collision channel. Нам по visibility будем шлепать. Стрельнули по visibility. Стрельнули по visibility, нормально. Здорово, Магнит. Чё-то ты разрядился. Тебе надо на станок намагничиваться. Здорово. У примитивов есть делегат Unbegin Чусаровер еще. Ну да, Ержан, есть. здорово. Есть такое. Примитивов, да, есть там. Но мне-то надо именно под курсором, и причем те же триггерятся нигде именно, а именно когда на них стриггерилась эта фишка. То есть мы это когда сетку будем делать, вот эту фигню мы будем использовать. Я, правда, не знаю, как я сетку еще буду делать. Не придумал. Там пока что, наверное, просто будет просто точка, куда ткнуть. Сетку, может быть, потом сделаем. Попроще было. Смотрим. Netherrackle, там Special for You, там новые команды.
Там столько новых команд. О, просто закачаешься. Там такие классные они. Там такие они. О, просто вообще огонь. Так, Bit Race Complex. Нет, false. Нас интересует только первое попадание. Hit Result. F-hit Result создадим. F-hit. Hit Result. Уже зарабатываешь 300 копеек в наносекунду? Да. Дрова. Да. Да, но нет. Испытаю команды, но сейчас немного занят. О, занятой. Тоже работа. Давай, признавайся. Только честно признавайся. Результ. Хит результ. Хит результ. И вот в этот хит результ дело в том, что у нас есть дистансы. А дистанс от чего до чего дистанс? Local world space. The distance from the trace start to the location of world space. А что такое trace start? Да, я горничная, работаю за жилье. А. Ну, это интересно, очень интересно. Точнее, за место в доме. А, вот даже так. Локейшн нас интересует. Вот. О, процесс. Я так и знал, что вам понравится. Это самое это. Ого, а слона в жизнь занесла. Так вот, Аслан же танцует, он мне сказал горничный. О, пошел, видел? Этот Аслан танцевал. А, музыку, может, потише его сделать, как думаете? Наверное, надо чуть потише или не? Этот Диндиракл так работает. Да, это он так работает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы ж такое осуждаешь. Это я осуждаю то, что Нет, ты сказал. эту команду я точно не буду юзать. Не будешь юзать? Там у тебя другая есть. Никто кота, главное, не юзает. Там самое-то интересное, она рандомная. Там 10 вариантов, как ты любишь, Дендеракл. Там она рандомная, надо выбить все. Там 10 вариантов. Но юзается всегда только один, ну и само собой. То есть, одна команда, одна... О, база, шею мне сломали. Все, я запомнил. Вот это значит, надо сидеть ровно. Все. Сидим ровно. Так. Мы получили локацию. Теперь в этой локации нам надо заспавнить. Оп, кота завязали. Мне не видно. Он самый грустный достался. Кот. Самый грустный кот достался. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Угу. Ахаха, кок. Да. Команда Кет вместо стримера кота ставит. Представляете? Танец японских школьниц от Netflix топовый вообще. Я даже не заглянул в команды. Да, видишь, выбил. Изи. Там еще есть пару команд. Там ИУ есть. Она прям идеально зайдет. Это будет любимейшая ваша команда. Я отвечаю прям. Так. Локейшн. Локейшн. Иу. Иу, да не Иу. Зайдешь, короче, посмотришь. Локейшн у нас есть. В этой локации мы должны что-то заспавнить. Но... Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Как нам сделать, чтобы спавн прошел и там, и там? У меня вопрос. Мы же должны... То есть, это должен делать не сам актор, то есть он должен где-то запустить это. Я предлагаю, чтобы мир отвечал за спавн этого всего. То есть у нас был World, вот этот вот... World Ruler наш. У нас есть он вообще? Я его создавал или нет? Я их ничего не создал. И я, походу, ничего не создал. Subsystem, да, я не создал. Так вот, это World Subsystem. И я предлагаю все, что касается World эти, чтобы он именно занимался вот этим спавном, и он держал в себе эту всю штуку, и он этим всем менеджером занимался. Но у меня тут вопрос. Как
эти системы будут вообще работать. Потому что есть такое впечатление, что они ни хера не на сервере. То есть они серверно вообще никак не работают, поэтому у нас и не работал делегат вот этот на передвижение. Вместо World Rule используй гомостата. А, точно, у нас же есть там какие-то штуки, точно, я что-то создавал. Подожди, было дело. Было дело. Я нашелся. Все, я нашелся. Player State, вот это вот фигня, а не Game State. Где Game State? Game State класс, вот этот вот, да? Main Game State. Пока я ашел, удачи. Давай. Ну, а была восклицательный знак пока написать. Может быть, повезло, там тоже 3 варианта есть. Давай, удачи. То есть, вот эта штука, она... Всем пока. Я домой. Она работает у всех. Это как сервер, да, идет? Вот в нем тогда создаю main.gs. Main.gs. Хорошо, main.gs. То есть вот она будет следить за тем, что спамнит. Все, хорошо, мы определились. Он хранится на сервере, держит в себе инфу типа таймера игры, счет игроков. Ну, а то, что он будет отвечать за спавн, какой враг, ну, связывать врагов там условно. Ну, то есть, если мы, допустим, бросаем дебаф на врага enemy, то мы просто в нем запускаем этот самый, он идет в... То есть, он в себе хранит массив вот этих врагов именно плеера номер 2 и запускает все бафы для него, допустим. Или там дебафы для первого игрока запускает. То есть вот этим всем, если он занимается, типа норма или не норма. Потому что я думал, это World Ruler делать. Но есть вероятность, что эта вся шляпа работает только локальная херня. Вот. Поэтому и ванбас наш идет в задницу. Так, ну-ка, секунду. Хорошо, main state, main GC. Должно быть норма. Не, я понимаю, что можно это и в персонаже делать, просто хотелось как-то логику немножко. Main game state, хорошо. Есть такая история, значит, паблик. Здесь мы делаем, но нам надо его тогда получить. А как мы его получим? Вопрос. Main pawn, вот сюда вот мы запишем еще, но я думаю, он повыше должен быть. Uproperty. Main. Все правильно. Main. Ты будешь попадать по кнопкам, нет? Палец. Main GC. Game state. Указатель main GC. Game state. Окей, есть. То же самое все это делаем. И сюда нужно его писать include. Layer. Main game state. Так. Тут же тоже не надо делать некий суперкласс. Логика персонажа должна быть в персонаже или его компоненте. Нюанс просто в том, чтобы серверная логика вызвалась только на сервере. Ну, смотри, в чем прикол. Логика-то сама, вот ты кликаешь, и должно что-то произойти, да, вот на вот этот клик. Сам клик-то он-то в персонаже, но, ну, то есть то, что само как последствие от клика, ты же должен отправить на сервер и сказать, что вот игрок кликнул игрок, все, и на сервер полетела информация, сервер обработал ее и сделал результат этого клика и разослал всем остальным. И вот где вот это вот место, в каком классе должно быть, которое будет это все обрабатывать. Просто я хочу, чтобы это все было, то есть то, что взаимодействие с миром, которое происходит, они были вот в одном месте. То есть если у нас что-то ну то есть мы что-то делаем, оно там, то есть спавн мобов, установка вышек вот этих вот всех, то есть она там Если была. в персонаже ты сделаешь RPC функцию серверную, она будет обрабатываться только на сервере, неважно откуда была она вызвана.
Это имеется в виду вот эту вот функцию. Replicated, бла-бла-бла, вот это вот параша, да? C. GS. Вот эта вот фигня. Reliable, ее функция сервера Reliable. Ну давайте напишем тогда ее. Сервер меняет у себя реплицируемую переменную, а так как она реплицируемая, ее изменения отсылаются клиентам. РБЦ православная? Да. Void. Еще раз. Сервер меняет у себя реплицируемую переменную, так как она ее изменения отсылаются клиентам. Ну да. Void. Это просто сейчас. Куда, зачем и почему написано было? Void. Давайте так, спавн, ну это тестовый спавн, спавн кубе напишем. Спавн кубе. Нас интересует просто спавн кубе. И я очень сильно хочу, знаете, что сюда принять? Я хочу вот этот f-hit результат, давайте его примем просто по ссылочке константной, const, вот этот вот товарищ, раз, hit result. Hit result, вот так вот сделаем. Все есть. Сим. Void. Main. GC. Там же какая-то еще параша была. Там еще какая-то фигня нужна была в сам метод вводить. Спаун кубе. Вот сюда вот что-то вот так вот. И какая-то там ой, что-то я страшное пишу. Спаун кубе, короче. С днем потерянного носка. Тутуру, приветствую. Спасибо. Тебя тоже с этим днем. Это прекрасный, чудесный день. Имплементатион. Вот, это он, да. Implementation. Я помню, что и что-то. Имплементатион. Благодарствую. Имплементатион. Мне это не нравится. Я неправильно написал? Имплементатион. Имплементатион. Я все правильно написал. Имплементатион. Вы меня обманываете? Или я неправильно написал? Давай скопирую. Мой голос не умеет в английский. Забавно. Implementation. Имплементатион. Ну, не знаю, ему не нравится это. Has no member. Это тоже, что ли, имплементатион должна быть? Это вот так должно быть или как? Ну так, это понятно, что сработает. Или мы только там должны в реализации? Лучше глянуть реализацию РПК-функции у какого-нибудь ГПТ, потому что впустую так ничего не выйдет. Как минимум нужна и просто SpawnCube и SpawnCube Implementation. Можешь перейти в объявление макроса сервера и почитать. То есть одна и та же функция, но у нее есть еще функция имплементации. Нет, H должно быть без implementation. Так, implementation убираем. Но он тогда здесь ругается. Еще раз по поводу, что должно быть. Макросы, серверы, не хочу. Макросы, они страшно читаются. Это же функция, но ее есть функция имплементации. Компил сделай. Компил сделай. Все, делаем компил. Надо же компил сделать, надо вот это закрыть. Сейчас сделаем компил. Делаем компил и все. Ну да, все отлично. А это уже не ругается, все. Хорошо, то есть должно что-то произойти, правильно? Правильно, мы должны заспавнить актора. Давайте какой-нибудь куб заспавним. Сейчас Там автоматом создается два функции без implementation для блюпринтов. SDLS. Implementation — это заклинание из Гарри Поттера, которое запрещает абстрактные выражения.
Для C++. Без implementation для блюпринтов. С этим блюпринт... хорошо, ничего не понял. Я хочу здесь увидеть... Заспавнил куб, а там армяне в нарды имплементировались. Как-то да. Давай. Property. T-subclass. Откуда ты знаешь, что это такое? Смотри, какой умный. И далее. Сам понял, что я хочу от него. О, у нас есть begin play, кстати. Тут. Видели? Ну, давай его сюда. Понадобится. Хорошо. Замечательно, я бы сказал даже. Сюда. Супер, мне, пожалуйста, только не надо мне куб класс проверять. Нам надо создать этот куб. Но я пока не буду указатель записывать, нам он не нужен. А если нет указателя, он его почистит сразу, да? Или не почистит? Куб класс. Спавн актор. Спавн. Он через gameplay statics, по-моему, делается, да? Клютки, смет геймплей. Молодец. Спавн. You gameplay statics. You gameplay statics. Спавн. Спавн акта. Нет. Jet World Spanactor. Из World он вытаскивается, а не из этого. Все забыл. Get World. Get World, Spawn Actor сюда. Все, есть куб актора, передали. Сейчас компилим. Ну да, кстати, он подтащил. А что за Impact Point? Подожди. Что за Impact Point? Сюда локейшн-то должен притянуться, нет разве? Ну да. Не тот этот. Мне нужен локейшн. Сюда локейшн. Локатион. Видели новости про Ишизу? Люди внушают сами себе всякую чушь, а ИИ подакивает, подталкивая их дальше шизеть. Ну, классика, потому что люди не... Ну да, видели, слышали. Ну, я не знаю, за остальных я, да, слышал, видел. Но... А чего ожидать? Люди-то не понимают, что это такое. А им сказали, что это АИ, ИИ, искусственный интеллект. Они думают, что это прям именно интеллект. Им же не объяснили, что просто Т9. Просто навороченный Т9. И они такие, ой, сейчас мне все расскажут, всю истину. Как мемас видел. Hello, chat GPT, how to be rich. Very, very, very rich. Привет. Типа, no work, no money. Ну, типа, без вложений, я забыл, как это переводится. В общем, типа... И very, very fast. Give me 15 ideas. Или 50 ideas. Вот типа такого. Так. Ренак. Так, ну, спавна нет, знаете почему? Потому что мы ничего не доделали, а вы тестите. Вот здесь-то мы ничего не делаем. Мы-то тут ничего не делаем. А надо делать. Потому что если не делать, оно ничего не будет работать. Представляете? Мы подключили его, и через чеккаст, тоже чеккаст, а как нам... И он предложил 50 видов преступлений. Да, ну, может быть, он так и сделал, но мы осуждаем такое. Через gameplay statics мы get game state вытаскиваем. Вот так вот это делается, да. Ну да. Гейммод, смысла из гейммода, потом вытаскивать сразу из этого можно. Ну окей, хорошо. И из этого мы вызываем метод спавн кубе. Опа. А какой нам надо вызов сделать? Если мы на сервере делаем, какой нам вызов надо делать? Есть знатоки или мне сразу...
Или мне сразу в этот лезть? 1. А что значит 1? Если он hit result принимает, что он хочет туда передать? Обычный. Обычный. Все, клацаем обычный и передаем hit result. Hit result. Вот так, да? Угу. Это нам не надо. Ну давайте тестить, смотреть, как оно себя ведет в... Как оно себя, короче, ведет. Посмотрим. А почему ты мне сразу его не открываешь? А, мы же не назначили ничего, упс. GC, main GC, вот этот вот кубе. Можно здесь кубе сделать? Кубе. Сен кубе. А нету кубе, да? Ну давайте создадим какой-нибудь кубе. Блин, а можно тут какой-нибудь тест создать? По почку тест. Тест. Сделаем ее. Здесь создадим актора. Print класс актора BP кубе тест. Его сюда добавим кубе. Отлично, 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 великолепно. Main GC. Так, хорошо. Сюда добавляем кубе. Кубе тест. Compile. Ну что, все готовы. А тут куб появился, тут не появился. Уважаемые знатоки. А какого фига? Или надо там репликейтед было поставить ему, типа. Вот тут где-то репликейт. Репликейтис, да? Этот актор должен быть с галочкой Replicates. Она в блюпринте Вот, ставится. есть, да, уже поставили всего. Видишь как? Гения мыслят одинаково. Ой, верни на место. Все, что ты изменяешь, спавнишь и так далее, должно быть replicated. Так, это мы запомнили. И... у меня там... Я... Не переживаем, все хорошо. Не выдыхаем, все там хорошо. Ну, кроме того, что он через задницу, но... Вот тут триггерит стоит, поняли? Надо не триггерить, чтобы было. А теперь попробуй с клиента. Started. Started? Ну да, старт. Заспавнить. Сейчас все заспавним. Сейчас оттуда и оттуда. Это, кстати, был это был сервер. А то был этот. Сейчас заспавним. Эту фигню поменяли. Лайфкодинг. Давайте. И оп. Оп. Есть контакт. И ничего не работает. Ага. No opening connection. For... ну ладно, вам, наверное, тоже надо показать это. Что это? Как-то некрасиво получается. Я читаю, вы не читаете. No opening connection for actor BP function spawn code will not be processed. Что это значит? ГПТ, поясняй. Ага, это типичная сетевая ошибка в Unreal Engine. О, говорит о том, что ты вызвал RPC Server клиент функцию на акторе, у которого нет овнер, и, следовательно, движок не знает, по какому соединению ее отправлять. Что значит овнер? Так, разберем по шагам. Это Game State. У Game State никогда нет Ovning Connection. Он общий для всех игроков. Да. Поэтому любой клиент-сервер RPC, вызванный на Game State, не сработает. Значит, Player Controller всегда есть овнер. У каждого клиента свой.
вызывает сервер RPC на своем плеер-контроллере. Контроллер сообщает это GameMod или GameState мод спавнит актор, обновляет состояние и рассылает изменения клиентам. И я не понял. Ну, все правильно. Я из... Подожди, я из этого... Из вот этого... Ну, давай сюда. Вот, мы сюда перелетели. Мы делаем шаг. Хорошо. Мы делаем шаг, мы делаем шаг. Мы делаем шаг, мы залетаем. Мы залетаем. Мы прилетаем. Мы пролетаем, и у нас ничего не работает. Короче, он вот эту фигню не захотел запускать. Вот эту вот сервер релябли. Он, короче, не хочет запускать. Что делать? Если твой медспан сейчас живет в GameState, перенеси вызов так. В плеер контроль, например, что? Реализация. Actor to spawn класс. Сервис spawn вызов с клиента из local controller. Так, подожди, у меня из этого и мы это все в контроллер должны будем засунуть. А ну, чисто для тестов. Допустим, чисто теоретически я хочу вот так вот сделать. Теоретически, гипотетически, допустим. Чтобы она запустилась, придется создавать прокладку, которая позволит клиенту вызывать функцию от лица сервера в гомостаты. Тяжело. Такие вещи, как спавн-актор, не стоит делать в JS. Прикольно. Ну, кто-то же должен отвечать за эту фигню. То есть в JS, чтобы JS что-то сделал, мне надо прокладку создавать и в виде контроллера. То есть Павн не может обратиться к ней. Ну, вызов вот этих вот всяких методов сделать. Так, запомни, что там, запомни мне, как это говорить. Запомни, GameMod только сервер, без RPC на клиента. GameState общий, реплицируемый, RPC не требуется. Player Control лучший вариант для RPC клиента. Сервер. Если нужен другой актор, задай ему владельца через set owner PC. Подожди, в смысле задай ему, говорит, set owner PC. Тут что ли? Set owner PC, set owner player controller. Смотри, в GameState ты будешь хранить такие вещи, как таймер, допустим, сгенерированные условия матча, погодные условия и так далее. Клиент их поменять никак не сможет, ровно как и заспавнить что-то. Ну, то есть это все вот эти вот бафы, дебафы, которые действуют на этих. Условно туда все отправляется. Там между волнами таймер, вот это все туда. Хорошо. Но... ну окей, да. А вот этот спам, где мне здесь сделать его? Вот сам... Хорошо. Допустим, даже не то, что игрок. Вот начинается новая волна. Он же должен заспавнить что-то где-то. Клиент может только посмотреть, что прямо сейчас хранится в GameState, сколько осталось времени, какая погода и так далее. Спавн актора либо в павне, либо отдельный компонент, приатаченный к спавну, либо в контроллере. Мне не нравится, что будет в контроллере или в этом
Окей, не спам. Ну вот башенки мне надо спавнить. Сейчас куб это башенка, представим. У нас как это все будет? Спавну. Отдельный компонент, приотаченный к павну. Либо отдельный компонент, приотаченный к павну. Вот это вот интереснее уже компонент. Хорошо, а если я вот это сделал? Но он ничего не пишет. Так, он ничего не пишет. Хорошо. Разбираемся дальше. Я не понял, что еще вот это вот такое, но... потому что он его и не спавнит здесь, так как он не серверный. Ну да. Подожди, верни тогда вот эту часть. Вот эту часть верни, вот эту часть убери. Смотрим. Сейчас посмотрим, как это работает. Как это работает. Вот, и он ругается, то есть ни хера не работает. Угу. Окей, еще раз. То есть у нас либо... То есть, у компонент есть доступ, да, к этим всем фигням? Хорошо, давайте сделаем иначе. Давайте сделаем иначе. Вот это вот помойку. Окей, GC у нас, значит, не пойдет. Значит, я вот так вот делаю. Вот так вот делаю. И сюда я его перенесу. Сюда перенесу main GC. То же самое пойдет сюда. И нужно создать, точнее перенести еще вот этого товарища. Как я уже говорил, ты в теории можешь сделать что-то в JS клиента, заспавнить или поменять переменную, но придется создавать прокладку, это не нужно вообще. Я бы лучше сделал компонент. Типа AC-спанер для штук, которые спавнятся по клику, отточнул этот компонент к павну и когда нужно вызывал его прямо в павне. Когда спавнится по клику, оттачил этот компонент к павну, и когда нужно вызывал. Так а что-то зачем его постоянно оттачить, создавать и прочее? Можно же просто, как сказать... Ну, короче, чтобы он постоянно висел. То есть он постоянно висит, и жизнь прекрасна. Ну я имел в виду просто создать его на твоем павне и пусть хранится. Да, вот это вот история. Ну, там понятно, что там вся кэш-логика будет. Это ж башенки надо спавнить. То есть, короче, да. Словно компонент спавнер какой-нибудь. Обращаться к его функции spawn что-то. Но через этот не работает. То есть вот он пишет spawn actor failed because no class. Класс не указали. Так, дубль, черт пойми, какой спавнит? Спавнит. Есть контакт. Так, ну все, можно крестики-нолики делать. Оп. Оп. Представляете, все спавнит. Как надо. Хорошо. То есть, вот это он сделал. То есть, спаун у нас готов.
Таким вот образом. Но мы его сейчас в компоненту засунем. Компоненты этой темой должны заниматься. Спаунер тоже не очень хорошая история. Называйте его так. Он билдер может быть какой-то. Ну, то есть он будет билд делать для всяких башенок. Уже спавнер, мобов спавнить еще нужен кто-то, кто будет мобов спавнить. То есть, который ведет учет, сколько мобов. То есть мы к нему будем обращаться и какое-то взаимодействие вести с мобами. То есть либо усиливать их, либо ослаблять их. А башенки у нас вот в этом спавнере висят. В этом билдере будут висеть. То есть если какое-то взаимодействие к билдеру, то у нас должен пойти он к нему. Хорошо. То есть вот мы определили метод, мы сделали implementation вот этот, и мы вызвали его. Обычный метод вызываем, и он реплицируется. Все, есть. Вот, кстати, спавн мобов — это уже чистые гомостаты, потому что это происходит в какой-то момент игры, который знает только сервер. Ну да. Смотрите, что я построил. Видели? Смотрите, она разная. Так. Ну, в смысле, репликация, все дела. Есть такая история. Хорошо. Я думаю, билдер все-таки, типа, буилдер. Актор компонент, называть его. Буилдер. Билдер, актор компонент. И в нем все эти методы. Знаете, в чем прикол? Еще есть. Вот тут. Короче, контроллер надо получать. Хотя подожди, компоненте не надо знать о контроллере. Гомоинстанс существует только на сервере. Гомостаты есть у каждого клиента, включая сервер. Меня запутали. GameInstance существует только на GameState есть у каждого. Так наоборот. В смысле не наоборот, а говорили, что GameState тоже только на сервере существует. Че не понял? Какой гейм-инстант только на сервере? Он локально у каждого игрока хранится свой. Ну да, он же в момент запуска самой игры идет. Нет, это инстанс. Спроси у ГПТ. Так, Game Instance — это та штука, которая запускается вместе с проектом. То есть ты когда два раза кликаешь на exe-шный файлик, у тебя в этот момент уже запускается Game Instance. В смысле, он только на сервере хранится. Что значит? И она существует в единственном экземпляре и только на сервере. Инстанс локально у человека хранится, ты можешь создавать там серверные функции, но это в основном только для создания подключения к мультиплеерным сессиям. Ну, инстанс это, да, это же у каждого он запускается. То есть он создается у всех всегда. Гомостаты хранится только на сервере, доступ к чтению по дефолту имеют все, редактирование только сервер, но клиент тоже, если создать прокладку.
Дело ваше. Вы меня запутали. Но я больше склоняюсь к тому, что Game Instance, он у всех, потому что... Ну, он он у всех, потому что он у всех. Ну, типа, у тебя проект, в принципе, без него не запустится, понимаешь? Если он только у одного, у тебя вообще ничего не запустится, потому что он как бы... Голова, типа, я не знаю, как сказать. А State, вот это что-то новенькое для меня, поэтому я делаю ставку, что Game State, наоборот, единственный. Спроси у ГПТ и не склоняйся. Ну, можно быть и не склоняемым, да, но сейчас спросим. Game, давай так, Game Instance. Тут даже спорить ни о чем, когда два игрока в сессии Game State 1, а инстанса 2. Так, спросил уже ответ. Так, отличный вопрос. Давай разложим по полочкам, потому что Game Instance и Game State часто путают. Game Instance живет на клиенте и на сервере, но не реплицируется. Создается один раз при запуске игры, еще до загрузки карты, и не уничтожается при смене уровней. Используется как локальное хранилище данных, которое должно жить дольше, чем одна карта, где существует на сервере одна копия на весь сервер. У каждого клиента своя собственная копия, то есть их 3. Поняли? Типичное применение. Настройка игрока, громкость, ник, графика, состояние между уровнями. Например, в лобби выбрал класс персонажа при загрузке карты, его помним. Меню, система матчмейкинга. Важно, данные в Game Instance не синхронизируются между клиентом и сервером. Автоматически его нужно делать RPC примерно из Player Controller и вручную пересылать данные. Game State живет на сервере и у каждого клиента. То есть и то же самое. Реплицируется от сервера к клиентам, отражает текущее состояние матча мира, одинаковое для всех игроков. Где существует на сервере основная копия авторитетная, на клиентах реплицируемая копия, обновляемая сервером. Ну, короче, там только копии хранятся у этого. Ну вот, можно сказать, что вот Game State в единственном этом, так можно сказать. Типичное применение: счет команд, оставшееся время команд, full раунда, общие параметры матча, список всех игроков. Разница в работе. Game Instance не реплицируется, данные у клиента и у сервера изолированы. Клиент сохранил себе выбор класса, нужно отправить его через сервер RPC. Game State все хранится на сервере и автоматически реплицируется клиентом. Счет изменился на сервере, у всех игроков сразу обновилось. Итоговая схема. Game Instance локальная, уникальная у клиента или сервера не синхронизируется. Game State общее состояние игры, синхронизируется сервер клиенты. Ну да, вот получается, что... Но Game Instance есть и у сервера свой, и у Game State. Game Instance серверный запустится в момент, видимо, когда найдет матч, условно, да, и кого-то сделает сервером, а кого-то не сделает сервером. Вот того, кого сделает сервером, у него запустится вот это еще один Game Instance. А когда он запускает проект, его Game Instance запускается. И вот у нас 3 их. А Game State вот этот вот, он уже в самом процессе, когда у нас создалась игра, у нас в сервере существует Game State, и он херак отослал всем копии свои. И как только там что-то меняется, у нас отсылается этот самый. Я что-то какое-то матерное слово или ты ссылку сбросил? Это то, что ГПТ написал. Сам сказал спросить у ГПТ. Там более понятно. Сам сказал спросить у ГПТ. Я спросил у ГПТ. Все, мои ручки это самое. Чистенькие, как бы. Сказал спросить, а спросил. Могу еще спросить у кого-то. Кого хочешь. Спросил. Вот как я понял, то есть у нас есть... Здоров всем, ты там кастомишь Клаву. Что значит? ГПТ вам насочиняет. ГПТ, да, ну ГПТ. Чё кастомишь? Привет. Там команды, Дейс, там команды, там столько команд. Все, давай, команды. Я буду байтить на команды целый день сегодня. Хочу все команды увидеть, все команды в действии.
Ссылка на чат. Я не спорю. Я тоже чуток ошибся. Но в том чате более подробно описано. Сними чёное колечко с пальца, а то тебе иногда его отрезает эффектом прозрачного фона. А, это вот эта вот Ну ты в штучка. руке сидишь со штукой для кикапов. А, я волосы 3, да, отрезает. Я понял. Да не, это штучки я тискаю. Я их постоянно роняю, они падают. Штучки для тискания. Ссылка на чат, я не спорю, я тоже чуток ошибся, но в этом чате более подробно написано. Ну давай еще у кого-то спросим, давай еще у кого-то. Давай, там, Грок вроде есть. Ну давай, где он у меня тут? Или у Дипсика, или у кого? Давай у Грока. Я начал с ним общаться, Гроком этим. Грок. Ну давай. А ну давай поясни нам. А ну сейчас Грок пояснит. Можно еще тут спросить у 4.1. Так, в Unreal Legend Game и Sensei Games это два ключевых класса, которые используются для управления состоянием игры, но они выполняют разные функции, имеют разное поведение в контексте клиент-серверной архитектуры. У Gemini спроси про версии. Gemini. Давай сейчас это прочитаем, что это Game Instance, где хранится. Game Instance хранится на сервере, существует на сервере и управляет глобальными настройками игры, которые актуальны для всей сессии сервера. На клиенте каждый клиент игрок имеет собственный экземпляр Game Instance, который создает локально его на машине. Этот экземпляр не синхронизуется с сервером напрямую, но может содержать данные, специфичные для клиента. Например, настройки интерфейса, ну это понятно. Так, Game Instance, а можно теперь State? State, где хранится на сервере? State существует на сервере и является источником правды. Source Truth. Сервер обновляет его и отправляет изменения клиентам. На сервере каждый клиент имеет реплицированную копию, которая синхронизуется с сервером. Клиент получает, ну, типа то же самое по факту. То есть он говорит, что есть 3 Game Instance, один серверный и 2 клиентских, но они как бы друг о друге ничего толком не знают, то есть это надо нам настраивать. И есть вот этот Game State, который есть единственный на сервере, и создается 2 копии у каждого игрока. Ну, это можно сказать, короче, то же самое. То есть у него прям чуть ли не прямая ссылка, если все правильно понял, на тот. То есть если там что-то меняется, то он всем отсылает эту информацию. Сразу типа, полетело. Теперь у Gemini пошли спрашивать. Этот же вопрос. Gemini. Вот сюда давай спрошу. Все, у Gemini спрашиваю. У Pro. Ждем. Gemini думает. Game State отвечает за настройки матча. Instance общие настройки, если кратко. Нет, что такое Game Instance, допустим, я знаю. Что такое Game State, сейчас узнаем. Но речь-то не об этом шла. Речь шла о том, сколько каких копий и типа кто куда идет. Просто пока 2 из 3, ну сейчас Gemini будем читать. Что, это то, что тот, ну, их всех по 3 де-факто. Но де юре как бы Game State тут один. Все остальные это копия, которые сразу сообщаются. А Game Instance их 3 именно. То есть это не копия, это именно 3 отдельных товарища. Game Instance у каждого игрока локально и никогда не передается по сети. Game State создается на сервере и копируется и реплицируется всем игрокам, чтобы синхронизировать состояние матча. Вот. Это начало вот его. А дальше пошло объяснение. Слушай, ну тут такая пелена текста, я чуть не хочу читать. Так вот, средняя таблица по сравнению. Жизненный цикл. Всю сессию игры Game Instance. А Game State один игровой матч. Репликация у Game Instance нету. У Game State есть. Количество. Один на каждого игрока локальный Game Instance. В общем, из того, что помню, что если с клиента обратиться к Game Instance, всегда получишь 0. Ну, к серверному, если обратиться. К своему-то ты можешь обратиться. Ну, если верить этому. Так вот, Game State один на сервере плюс копии у клиентов. Основное назначение управления игрой в целом, хранение локальных данных. Это Game Instance, и State — это синхронизация публичного состояния матча. Ну, вот как бы, ну, то, о чем и говорилось, что Game State — это один
для сервера, а Game Instance это Game Instance, как бы. Ничего не поменялось. Game Instance, он и там Game Instance, и здесь Game Instance. Везде Game Instance. Так, есть контакт. Хорошо, значит, создадим сейчас мы компоненту. Компонента за билдера будет отвечать. За билдера. А, подожди, а компонента может же обращаться к вот этому game стейту и делать все, чтобы нормально было? Не то, как мы когда спавна обратились. А почему компонента может обращаться? Подожди. Почему павн не может обращаться к game стейту, а компонента может? Это типа такая особенность или что? Они что, как бы все от актора вроде или что происходит? Как это работает? Public Actor Components. Builder Actor Component. Builder Actor Component. Или какой? Builder. Но он не спавнер, потому что не спавнит, он именно что строит башенки всякие. То есть мы там можем строить башенки. Какое у нас взаимодействие с миром? Мы строим башенки, и мы какие-то карточки юзаем, которые что-то бафают, дебафают. Все. То есть больше у нас никакого нету. Ну ладно, там какой-нибудь там скелетика, которого потискать можно, он подергался условно. Добавить. Все, больше у нас взаимодействий никаких нет именно от этого. То есть вот этот билдер есть, и бафер-дебафер есть. Все, больше нету. Именно которым мы взаимодействуем. Компоненты. Да. Даже билдер будет, и будет бафер-дебафер. А я не запустил этот самый, представляете? Вот это прикол, я записи запустил. Обидно. Ну ладно. Такая что, короче, билдера шлепаем, нормально будет. Ого. Билдер. Ну ладно, актор компонент, я думаю, там немного компонентов будет нормально, все будет класс. Там же надо этот прописать, какую-то фигню на этот. Я, кажется, у меня сейчас начинается сходиться типа, разные данные в общую картину. Мы же вот тут вот на Begin Play делали Has Authority. Это мы проверяли на сервере, выполняется это. Там какая разница, там-то без разницы. Да. Но это я думал, что если мы делаем вот эту вот фигню, релиабли, вот эта вот вся фигня, то это и так и выполняется на сервере. Мы четко знаем, что этот метод выполняется на сервере. Это в смысле то, что метод какой-то серверный, если выполняется, можем проверить, серверный он или не серверный, или я ни хера не понял. Или это чисто для вот таких вот виртуалов, которые от эпиков идут. Они запускаются одновременно и там,
Поэтому нам надо проверять, что это запускается, типа, где именно, чтобы дать логику. Просто для нас я не вижу смысла. То есть мы либо запускаем метод, который и там, либо не там. Все, другого варианта не дано. Просто знаком. Main. Builder, хорошо. Blueprintable, если мне не изменяет память, это первый момент. Второй момент, это как у нас называется наш BS SBD слэш SBD. Памяти вспомнил, там-то FPS, там удобно, быстро. Хорошо, есть. Это мы сделали. Так, тик компонент лесом. Вообще убрать надо было. Не удалять. Хорошо, есть такая история. Теперь я хочу его создать там. Спустить там. Вопрос, хочу ли я логику блюпринтовую туда запускать или не хочу. Чтобы была какая-то возможность блюпринтовой логики. Потому что там-то она мне нафиг и не понадобилась в итоге. Хотя некоторые параметры я вводил. Не, надо. Надо блюпринтовую. Если нам надо блюпринтовую, значит здесь мы создаем указатель на нее. Здесь property. Ее property builder. Почему U? Ну, потому что надо так. Builder AS. Builder AS. Actor Component AC. Угу. Здесь нам, в принципе, он и не нужен. Нам геттер нужен. Единственное, что force. Get builder as const builder as. Подождите, const в конце, это же нам не позволит перезаписать сам указатель, правильно? Или нет? Ну, давайте вот тут по этот самый. Пусть думает. Все. Ибо нефиг. GP4. В данном случае ключевой конст метода означает, что этот метод не изменяет состояние объектов, которым он принадлежит, и не связан с возможностью перезаписи указателя, а скорее с гарантией, что метод не будет изменять данный объект. Указывает, что метод не может изменять ни одного члена объекта, если только член не помечен как мутабель. Но это сам этот. Что вы... Ну, это, короче, не то немножко. Там надо сам этот, по-моему, конст давать. И менять его. Ну ладно. Память, все, память. Хорошо, ретурн мы сделали. Builder AS. Все, есть Force Inline. Force Inline. Держи в курсе. Держи в курсе. Конс здесь тоже не нужен. Никаких же. Force Inline тоже здесь не надо. Тут не все так просто, ибо тут с геттером немножко сложнее. Ему не просто надо вернуть указатель. Его нужно еще и проверить перед этим всем делом. Дело в том, что... Подожди, а тик мы используем? У нас что-то есть? Нет? А нафиг он нам нужен?
Вот так вот у нас идет if builder AS, builder find component by class. Молодец, красавчик вообще, красавчик. Смотри, какой красавчик, сам все понял. Ему надо чекпоинтер, это он подтянул оттуда, походу, еще. Или я где-то здесь это использовал. Ну, в общем. Find component by class, то есть мы находим в начале этот компонент, потом проверяем его чекпоинтером, и в случае, если все хорошо, то мы как бы его возвращаем. Return builder AS получается. Всё. Окей, окей. Getter есть. Getter есть. Getter есть. Если есть getter, это замечательно. Теперь нам надо из него взять и вызвать этот спаун кубе. Builder AS. Спаун кубе. Ой, сразу имплемент. Спасибо. Я признателен. Итак, authority. Где у нас тут? Main GC нам не надо. Здесь нам не надо. Checkpointer get builder AS. Есть. И вот здесь он builder AS. Builder AS. Мы вызываем этот метод, но дело в том, что нам надо его подключить. Соответственно, include отлично. Только сюда. Не, даже сюда. Эти идут. А, подожди, если эти идут, тогда и вот этот пониже должен быть. Там этот. Хорошо. Ну все, мы из него вызываем и полетел туда hit result. Все. Реализацию осталось сделать. Также есть момент, я, наверное, да, куб класс тоже надо делать. Класс. Класс, да, прекращай, все, ты знаешь, что такое. Сразу запишу его. А, подожди, у нас же сразу он здесь. А, нихера. Ой, нифига, он тут. А, не, все правильно, он возвращает сразу world этот. У актора не обязательно создавать у компонента. У компонента они там выше по иерархии, а актор компоненты, он запоминает его. Проверяет. То есть нам еще дополнительно не надо делать кучу проверок. Зачем? Лишние указатели создавать. Location, Zero Rotation, все понятно, да. Так, а ну скомпилируйся, пожалуйста. Failed это хорошо. Где именно failed? А, ну да. Builder AS. Не-не-не, никаких созданий. То мы alarm. И мы делаем return.
Актер 0 поинтер. Такая вот история. Билдера S создать, в него засунуть. Потом его засунуть в Павна. И добавить в этого. В него потом вот этот куб. Смотреть, работает или нет. Если работает, у меня пару вопросов. Почему оно работает? Еще почему-то в активное окно не забрасываешь сюда. Так. Actor Components. Components. Все, blueprint. Builder AS PP Builder PP Builder. Хорошо. Сюда вот кубе тест есть, и добавляем его в нашего павна. Builder BP Builder файл. Запускаем. Клик. Угу, все работает. Все вот так вот просто, вроде как, да? Вроде как все вот так вот просто. Вроде как. Это не точно. С чего начнем? С чего начнем, так сказать? Вроде мы вкурили, хорошо, у нас есть компоненты. Они отвечают за вот это вот все спавны, не спавны. Теперь чего? Что мы делаем? С чего начать? Блин, тут тяжело, просто тут оно, в принципе, со всего можно начать. Можно начать с спавна мобов. Можно начать, почему спавниться мобы, мы просто, ну, смотрим, как они спавнятся. Ну, пока просто кубы спавнятся, да, условно, то есть сделать, чтобы кто-то там спавнил этих самых. То можно сделать, начать делать вот эти интерфейсы, чтобы мы что-то выбирали. То есть нам-то надо именно что именно мы делаем. То есть где вот это хранить, сколько бабла, у кого, вот эти вот. Начни с настройки проекта. Привет. А каких настроек, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Приветствую. Там новые команды, Дефалор, там новые команды, там столько новых команд. Просто. И старые, и переделанные некоторые. Ну, там штучки 2-3 переделал, частью удалил. Там вообще там такое, там вообще там все. Что ты подразумевал под настройки проекта? Настройки, типа, главное меню, что ли, делать? Без мегалайтов и вот йотова говна. В смысле без мегалайтов? А, без мегалайтов будет, да. Так оно и стандартно без мегалайтов. Дидераку танцуй. Да, Дидераку пошел. Вот. Так а что, без мегалайта и так будет оно без мегалайта. Я обещаю не тыкать много факелов. Все нормально будет, не переживай. Без мегалайта, хорошо. Но с нанитами-то хоть, пожалуйста. Фу, с нанитами, с люменами. Давай, что ты это... Люмены, 12-й DirectX, что там еще есть? Нанит обязательно. Все в нанитах, даже вот этот куб в нанитах. Шутка.
Короче, мегалайт тут не понадобится. Зачем мегалайт? На экране-то ничего нету. На экране видно 2 моба будет, условно, и 2 башни, и все. И мусорка какая-нибудь там стоящая на заднем фоне. Ну, как декорация имеется в виду. То есть какая-нибудь штучка там стоит, там камушек какой-нибудь, там деревца. Еще вопрос, почему он не падает? А зачем? Люмен на 2 моба не нужен. Люмен? Ну, а да. Ну, только освещение крутое, представляешь? Он там это самое. Как и ДХ-12. Подожди, почему он не ограничивал и не упал? Это же за приколы. Тут ограничение стоит, здрасте. Что за приколы? Почему? Куда он уехал так далеко? Подожди, стой. Почему не нужны люмины? Почему? А что не так с люминами? Люмины это добро. Разве нет? Поехал, смотри. А что он игнорирует его? Просто в бесконечность полетел. Потому что это, грубо говоря, мобильный проект. Нифига, ля, чё, в смысле мобильный? Это AAA, это пендрупл. Чё ты это, самый мобильный проект, нифига себе. Я согласен. Ну а что я сделал? Хорошо, хорошо, давай по гайдам, строго по гайдам идем. Чё мне, какие галочки отрубать? Какие галочки мне? DirectX 11 там вписать или что? Давай, DirectX. 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 DirectX, все, 11 ставим, да? Я скину в DSD. Все, жду. Не, если ты мне скинешь гайды какие-то... У меня, кстати, музыка закончилась, вы заметили? Ну хорошо, ждем все. Чтобы у всех запустилось. Так, почему вот это не работает? Усы дурацкие. Visible wall. Visibility. Так как он все блокирует. А кто такие наши павны? У него кто он вообще? Он же как павн идет, правильно? Ты кто? Main PC. Не, мне main PC не надо, мне main павн нужен. Вот он, main павн. Вот этот его капсул. Кто ты? Воин. Overlap All Dynamic, ну он World Dynamic идет. Overlap. Во-первых, ты паун. Во-вторых, ты у нас все ты блокировать должен. Наверное, остальных павнов нет, ты не будешь блокировать, оверлапишь. Ну, типа, если там вдруг эти будут соприкасаться. О, перся. Это то, что нам надо. О, пошел. Все, настроили. Видели, он уперся. Точно так же этот, бац, уперся. Оп. Оп. Все, изи. Опа, а че он тут уперся? Потому что я отвел его. Скинул. Он в эту хрень уперся. Ой, скинул. Все, сейчас смотрим. Сейчас настройка проекта будем производить. Так ты новую команду какую-нибудь попробуй, но что ж ты это самое. Ух ты, ё. Ну давай. Так. Вот там кто-то запрыгнул. А кто же это тут запрыгнул на сервак-то, а? Он меня в кота превратил. Слушай, ну открылось оно фигово. Потому что то, что ты мне скинул, это какие-то иероглифы.
Literally иероглифы. Ну, либо он с этого открывает их хреново. Скачай. Ну, а я что сделал? А, ты мне вируса скинул, да, короче. Дело в том, что я его и как раз таки и скачал, и смотрю через этот. Тут прям беда. Мне через этот, что ли, придется делать? Через... Там просто текстовый документ, в котором на кириллице. А, короче, там слетел. Но я сейчас так сделаю. На всякий случай, потому что я не знаю, куда сейчас вылетит эта менюшка. Она вылетела сюда. Да, пойдет сюда. Хорошо, нужно вернуть вас. Так, настройки проекта. Раскрыть. Реально, DirectX 11. Хорошо, DirectX 11. Ну, ты мне молодец, конечно, просто описал его. Мог так написать. DirectX 11. И все, поставили. Are you happy? Дальше. Автоэкспозиция выключена. Аутоэкспозюрия. Аутоэкспозюрия выключена. Вот это вот, да? Все выключено. Это не трогаем, нет смысла. Дальше. Мегалайт. Мегалайт. Мегалик. Мегалайт. Вы, как бы, видишь? Я ни при чем. Shadow Map. Shadow Map. Shadow Map метод. Shadow Maps. Shadow Map. Shadow Map. Как разгуделся. Так. Local Exposure Shadow Contrast 0.5. Local Exposure Shadow Contrast 0.5. Наниты выключен. Наните выключено. В смысле наниты выключено? А как без них? Ой, да сижу я нормально. Что ты это самое? Нормально сижу я. Что это? А, кнопка. Все нормально. Дендракл залетел. Лоды. Все на лодах? Все, делаем все на лодах. Все, мне Тифал рассказал, делаем все на... Да ёб, не падай ты. Дальше. Наниты выключили. SM6. Что это такое? Что это? SM6. Шаман дрова. SM6. Петушиный крик. О, запишите его, чтобы слышно было. Давай визуальные какие-нибудь. Это что ты по аудио только. А, ну шея была. Ладно, шея была. Видео тоже считается. Хорошо, выключили. Что это такое? Target Shader формат. Ну, допустим, выключили. Direction Light. Intensity приблизительно 3. Я такой и сам записать мог. Direction. Это на сцене. Direction Light Intensity. Хорошо, сейчас пойдем на сцену. Direction Light Intensity. И где мне это искать? Это на сцене искать, правильно? Но это уже не так важно. Direction Light Intensity приблизительно 3. Да уйди ты. Restart later. Отстань. Intensity приблизительно 3. Все, поставили. Это важно сейчас. Sky атмосфер. Мультискаттеринг от 2. Sky атмосфера. Мультискаттеринг. Скейтеринг от 2. Тут Туру, приветствую. Киетка, привет. Там новый, Киетка. Там столько новых этих самых, как их, забыл уже, команд для стрима. Там столько их новых. Утречка. Там столько новых команд. Подожди, а Кэт был? А чё Кэт не пропустился? А там КД большое, походу, я поставил. Утречка. Там столько новых команд, там вообще обалдеть. Там столько всего нового, там вообще можно там, там прям. Или был Кэт, подожди, меня заменяло на кого-то? Нет. О, заменили. Так. Значит.
Значит, Skylight, Real Time Capture True. Skylight. Real Time. Давай так, Real Time True. Давай так. Чё, как дела твои? Дела, да, хорошо. Стримить работа не дает, дурацкая работа стримить не дает. А так вообще все отлично. Просто вообще обалдеть. Вот так же сделай для FPS игры чисто для теста, если не впаду. И вот так она должна была выглядеть и играться сначала. Хорошо. Тебя нельзя Если не заменить, забуду. ты и так нейросеть. Да, меня заменить нельзя. Как приятно. Я нейросеть, и меня нельзя заменить. Так, общий постпроцесс отсутствует. Постпроцесс. У меня отсутствует он. Что это такое? Ну, видимо, отсутствует. Хорошо. Все, надо перезапускать. У нас DirectX 11 теперь. Все, смотрим. Все, без нанитов, без люминов. Без нанитов, без люминов, без мегалайт. А у меня вопрос. Вот эти вот указатели, которые мы создаем, ну, то есть мы создали какой-то объект, он же реплицировался, да, то есть он создался в другом месте. Но, допустим, удаление его, он-то должен его где-то указатель храниться, правильно? Он же хранится локально. Но, ну, допустим, мы его записали, если в Pavn, он-то хранится локально. А, там для указателей есть же серверная, да, часть его. Там же для указателей, для полей можно указать, что он именно там хранится. Я понял, все. А для компоненты не надо, чтобы она типа репликирует была, какая-то Подожди. Я тебе сейчас дам больно. Что-то там репликирует, какой-то страшный. Я закрою. Ну все получается, все. Но оно в эти упирается. Сейчас это отдать. Что-то дать ему надо, и все будет хорошо. А кто ты? Invisible Wall, World Static. Хорошо, а ты кто? Ты вообще никто. Collision Preset Default. Что за Default Custom? World Static. Мы ж по нам сейчас. Ну ладно, Default тогда, Default. Default значит Default. Хорошо. Ну, настройки мы сделали. Дальше что я говорил? Вот это вот есть история. То, что у нас можем начать с спауна мобов. Можем... Опа. Давай. А я наконец-то разобрался с тем, как написать заклинание у себя. Просто у меня 4 модификации, один из которых меняет поведение, один меняет эффект столкновения, один меняет количество и один меняет скорость полета и количество столкновений перед темка. Уничтожиться! Написать заклинание у себя. В смысле, как их реализовать, ну, типа, их действия, ты имеешь в виду? Это круто. Меняет эффект столкновения, меняет количество, и один меняет скорость полета и количество. Фалор так и не попробовал эти какие-то команды. Видос. А, не, он кота попробовал. Все, отмена. Все хорошо. Кота пробовал, все. Все хорошо. Так, здорово. У нас есть... Там был лысый. Там был лысый кот, да. Ну там рандомно, там 10 котов. 10 котов. Я, может быть, если не будет впадло, еще и собачек добавлю. Будет 10 собачек. Будет дог или кэт. На выбор. Кого превратить, так сказать, в стримлера. И они рандомные, шансы у них всех одинаковые. И сразу пошел процесс котов. Вот. Этот уже был. И там единственный есть со звуком. Единственный со звуком есть. Так. Один единственный, неповторимый. В Снуп Догга превратись. Молодец.
Там еще какие-то. И никто, главное, одну команду самую эпичную не это самое. Вот вы ей будете пользоваться с учетом того, как вы любите мой код, постоянно. Вот из того, что я делаю, вы будете это делать постоянно. Просто эта команда. Но вы ее еще ни разу не использовали. W. Что за W? Не, фейлы ты уже использовал. Но фейлы тоже, да, фейлы тоже прикольно. Я надеюсь, кстати, за эту музыку, которая в этом не прилетит. Палер, ты из команды, кстати, ошибся. Там без одной W. Так что мы делаем? У нас есть, опять же, варианты. Вот эти вот с мобами делаем, с башенками. То есть вообще башенку можно делать. What's that? У меня W такая. What's that, brother? Да не, я просто думал, как мне писать код так, чтобы меньше писать пришлось. W такая, в смысле, у тебя она 2 раза кликает? Да не, я просто думал, как мне писать, что меньше писать пришлось. Прикольно. Додумался, я так понял, да, ну это круто. Ну ты разобрался, писал, что это. Короче, вот это вот браузер, вот этот браузер. Лагает. Это будет просто... Лагает? Это видос лагает или что? А ну давай еще раз его. Ладно, там КД. В смысле, не может быть такого, что лагает. Ну, лучше, чем писать одинаковые блоки кода несколько раз. Ну это да. Вот, можно башенки создать. Давайте, может, башенки создадим сейчас. Просто башенки. Тавер, типа. W лагает. W лагает. Но не Ну, идеально, короче, двойная конечно. херячит, я понял. Это беда, это беда. Короче, вы вот это IU будете постоянно хреначить. Я вам отвечаю. И вот этот failed у вас, и IU. Так, NoGad, кстати, тоже переделал. Этот NoGad, please no. То же самое, только под этот, под зеленку сделано. Так. Я, Драку кстати, пошел. смотрел проповеди этого шейха. Америкосы сделали из него мем, но они часто переходят границы. Вот. NoGad будет, кстати, получить, по идее, должно. No, God! No, God, please, no! 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 Короче, теперь мы знаем, что вот это танцующий Дендеракл. А почему звук дублируется? А звук дублируется? Некоторые дублируют звук. Некоторые дублируют. А какие дублировали звук? Видеокарта 4060 Ti, 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X, 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Какой звук дублировался? Студио. Я его сразу шлепну. NoGad дублировался. Но год. Сейчас исправим. Но год дублирует. Если б я еще помнил, как его исправить. Свойства. IU тоже. IU тоже. Блин, а как я его исправлять-то буду? Подожди. Дайте порядок. Не, что у вас одни и те же коты, ребят, вы невезучие. Вижу, знаете, мы не тем занимаемся, да. Блин, и тут, короче, была тема спрятать чтобы мне звуки не показывало в самом этом. Показать все. Да не, мне сейчас все сломает нафиг. О, есть контакт. Какой еще это раз? не мы IU? невезучие, это ты противный допельгангер. Понял. Допельгангер. Все, я сломался, я не знаю где. Изменить преобразование. Преобразование. Вертикально весь порядок. И я переход. Вот мне показывать микшеры есть.
Ладно, все, открыл. Хотя в всё. мире ГП тебя бы называли анимагом. Как профессор МакГонагал. А, я понял, почему у меня его не видно. Потому что он скрыт, как скрыт именно. Ты понял, да? Brother, Сейчас. what's that? Тихо. What's that, brother? У вас двойной, да, он сейчас был? А как вам сделать, чтобы не двойной был? Да. Да. Блин. Только... вот, все, я балбес. Все. Все есть, все. И мы заглушили. Теперь наугад давай. Тише. Вам слышно не было, я его заглушил сейчас. Блинк. Не, блинк уже все, блинк не работает. Всё, блин, я не то сделаю, теперь мне придется вот тут и не показывать, Миш. Бен. Блин, Бен. Это ты молодец. Кстати, какой-то код тоже будет двоиться. Надо посмотреть, какой код именно двоится. О, новый код. Сейчас я, может, даже найду. А, вот он есть. Ахаха. Что там, ахаха, что за код был? Я пропал? Ты пропал. Значит, мы нашли баг. Да. Ну там не баг, там таймеры, тайминги, все тайминги. Короче, давайте создадим классы сейчас. Короче, башни создадим. Потом научимся их ставить, чтобы не ставились. Какие-нибудь башенки такие. Башенки. Начнем мы с мастер тавер. Создадим тавер мастер тавер. А давай не создавать классы, а клянчить классы. Давайте. Дайте мне класс кто-то, мастер тавер. Есть у кого? Дайте мастер тавера, пожалуйста. А ну, Дендеракла кто будет запускать? Кто Дендеракла запускать будет? Танец Дендеракла. Поставьте классы стримеру за старание. Так, Tools, New CPP класс. Ну, это актор. Мастер тавер. Тавер. Или тавер мастер. Тавер мастер или мастер тавер. Мастер. Тавер мастер, наверное. Тавер мастер. Тавер мастер. Создать папку. Towers. Давай без банвордов. А что я сказал? Давай без них. Вместо матиор используй бейс. А что я, мастер, что не так с мастером? Как же мастер своего дела там условно? Не обязательно, не все сводится к этому, Дендеракл. У меня он уже сегодня один банворд влепил, шлепнул, его осуждать пришлось. Я осуждаю до сих пор. Но я заблочил это слово. Не будет это самое. Так. Тавер мастер. Тавер мастер. Все, create класс. Тавер мастер. Create класс. Сложно вообще понять, что ты считаешь банвордом, а что нет. В смысле, я считаю.
И не я так считаю. Почему-то австрийский худжник ты осуждаешь. Ну, потому что я знаю, о ком идет речь. Что ты под этим подразумеваешь, кого? Совсем скоро ты поймешь, насколько же тебе не нужен ГЭС в таком проекте. Да я уже понимаю, что мне он нафиг не нужен. Я что-то... Вот у меня уже закрадывается такая что с газом меня так смачно, короче, это самое, втянули в какую-то... В общем, все, что я тебе говорил выше, касалось гейм-мод. Так что сорян, что ввел в заблуждение. Ну, это бан, это 100% бан. Да нормально, ну разобрались. Видишь, разобрались, ничего страшного. ГЭС это для бездельников, кто сам систему написать за пару часов не может, нафиг, и ее высрали. Вот, одобряем, вот это правильно, все, от газа мы, короче, ну его нафиг, все, одобряем это, все. Или... Одобряем. Все, газ одобряем. Ну его нафиг, все, сейчас будем убирать этот газ. Вот так вот его. Ну газ в игре на двоих реально может быть лишним. Верните стримера. Стримера верните. Спасибо. На двоих может быть лишним. Ну ладно, может быть его... Да, я не знаю, а нафига мне его использовать, чтобы что? Вот чисто теоретически. Вот давайте вот Третий подумаем. лишний. Давайте подумаем. Вот чисто теоретически, вот где мне его использовать, чтобы что? Вот скиллы прописывать какие-то, ну типа там... Ну, типа, чтобы что? Вот, чтобы что? Вот мне рассказывали, что это такая суперсистема, которая там супер... Бери МС и ебись по полной. Что значит масс? Газ, масс какие-то, газ, масс, шлеп. Хотя если там будут комментаторы, как в Dota 2, то ты запаришься оптимизировать пакеты. А, вот, это тоже интересная история. Лучше, конечно, да, сразу через газ делать, потом мало ли, что там сбрендит. Но так вот, если подумать, где мне его сейчас использовать? Что вот мне рассказывают, что суперсистема вообще все решит, все можно проблемы. ради того, чтобы разобраться с ним. Да, вот, это плюс. Это большой плюс в копилочку плюсов. Что с него, с помощью него буду реализовывать? Что вообще, в принципе, с помощью него должно быть реализовано? Статы, да? То есть статы, взаимодействие с этими статов, правильно? Это же делается через вот эту компоненту газовскую. Что еще? Ну, скиллы всякие, да, там создавание вот этого вот всего. Сделай Хорошо. своп оболочку для газ. Если решишь отказаться, просто переделай оболочку. А что такое ГЭС? Сложно сказать. Это суперсистема вообще все решает, все решает. Все решает. Что мы сейчас создали? А где наш тавер? Подожди, я только что создал тавера, а его нету. А как это так? Его здесь нету. А вот он. Потому что вот здесь. Пусть она решит мою проблему с дефицитом силы. Но это надо там пару компонентов подключить. И у тебя все будет. А можно тут закрыть парочку? Допустим, гейммод. Гейммод, допустим, закрыть. Main attribute set. Это вот параша газовская. Это тоже вот параша газ. Из gas. Gas. Я не знаю, что мне закрыть. Ладно. А, вот этот виджет можно закрыть. Нам больше не понадобится самому виджет. Все, виджеты в помойку. С глаз долой. Тавер. Мастер раз, тавер, мастер 2. Давай сюда. У нас есть тавер мастер. Тик ему тут нафиг не нужен. Осуждаем тик. Тик мы осуждаем. Тик мы осуждаем. Дефицит силы решить невозможно. Связь с силой определяется мидихлорианами, а они определяются при рождении. Не, в смысле невозможно.
Есть формула набраться бесконечной силы. 100 упражнений, 100 приседаний, 100 на пресс, 100 отжиманий, 100 подтягиваний А то и я бег. просыпаюсь часа и без в 3 кондера. ночи, сажусь делать по проекту до 6, а потом сплю до 9, из 10 до 12 снова делаю по проекту, а потом снова сплю до 14-15. Режим кайфовый. Урон, бафы, дебафы, активки башен и игроков, апгрейды. Да, вот И это тоже. все будет четко реплицироваться. А для вращения камеры нужен тик. Я просто Значит, сплю, делаю проект, сплю. что значит, для вращения камеры нужен тик? Ну, внутри там, да, тик используется, но, типа, мне он не нужен. Давай, чат. Пу-пу-пу. Хорошо, мы тавер создали. Это наш мастер. Потом у нас есть разные таверы, да, там, то есть будут те же стихии буду использовать, которые там были, то есть физика, у нас будет lightning, fire, cold и poison. Вот, 5 наших стихий. Я вот чего думаю, мы их как классы реализуем и укажем им статы, или, короче, наверное, когда тасс все-таки тоже. Про газовую электростанцию сообщение не прошло. Это банворд. Да. Наверное, да. Но делать игру на гасе, не изучив перед этим стандартный РПК, это неэффективно. Все-таки лучше продолжить делать как делаешь, потом расширяться. Так я и так делаю, как делаю. У меня уже газ подключен. Типа я делаю, как делаю. Вот я же говорю, вот это вот изучи для меня. Ну, я не знаю, что под этим у тебя конкретно подразумевалось, но вот я когда слышу вот изучи, я слышу, как я должен открыть эту книгу, сидеть вот такую вот книгу читать, прочитать, а потом только приступить что-то делать. Для меня это вообще нонсенс. Это какая-то очень глупая история. Очень. Для меня вот изучи, это я вот открыл, я начал что-то делать, реализовывать, у меня что-то не получается, оно криво-косо. И спустя пусть даже месяц я что-то добиваюсь, что-то оно получается, и вот он процесс, все, пошел. Вот изучил, все, бам, получилось что-то. Вот получилось, я что-то понял, пошли дальше. Вот, поэтому вот изучаю. Вот, начинаю делать, вот, начну делать какую-нибудь другую штуку там. Будем делать. Все, только так, никак иначе. Что? Секунду. Зачем сначала читать, а потом приступать? Разве нельзя сразу все делать? Ну вот в процессе, да. Ну, я не то, что я типа осуждаю, фу и прочее. Просто для меня такой способ обучения, он не работает. Это неэффективно. Поэтому я от него отказался. Для меня это какая-то шляпа, короче. Что должно быть у тавера? В принципе, у него должен быть статик mesh, правильно? Правильно. У него должна быть обязательно Ниагара, какая-то компонент, потому что всякие свистоперделки вокруг нее должны летать, вокруг этой башенки, да, она должна быть красивая, вот эта вот всякая история. Потом у нее обязательно должен был быть то, что она спавнит, то есть актор, которого она спавнит. Как же Юбу лагает. Половину сообщений не пропускает. Так и хочется назвать ответственных за это банвардом. Я осуждаю. Короче, не надо никого обзывать. Лагает он и лагает. Но ты догадайся, почему он лагает. С одного раза попробуешь, но только не надо заучивать. Мы тут все смелые, но не надо. Так. uProperty. Значит... Я могу. Не надо. Едет? Не едет. Blueprint сразу. Потому что у меня нет премиума. Only категория. Ну, наверное, это тоже правильно. Ты что-то не раскошелился на премиум. Мне ничего не будет. Ничего не будет. Чего ты так уверен? Так. Обычно те, кто максимально уверен, что им ничего не будет, самые уязвимые. Статик. Так, ну use scene компонент, да, я его рутом сделаю scene компонент 0. Молодец.
Потом я хочу статик mesh Ну разве что компонент. ты забанишь. Ну, это тоже, кстати, да. Но модераторы, они за плохое поведение лишаются модерки. У них как бы одна жизнь. Я не собираюсь дополнительная. кормить их. Собираешься? Ну, не надо. Слушай, они серьезно из-за того, что, типа, нет премиум, могут ограничивать скорость? Что-то первый раз такое слышу, статик mesh компонент. Правильно, нефиг YouTube кормить. Что нам еще надо? Ниагару я говорил, да? You property, blueprint read only категория, Tower Master, Контора жадных. You Ниагара, компонент, Ниагара компонент. Контора же, ну слушай, ну у них и так двойдивых положений, им надо больше бабок. Они росли с 2020 года, а тут бац, и шляпа происходит. Как бы, ну... Двойдивых положений, что-то это... Купи себе, жене, детям, собаке, теще, всем купи. Поддержи как бы, площадку. Чё ты? Это? Чё ты как это, ну не это? Ты понял? Я знаю одно латинское слово «педанкалос». Оно означает ножка. Можно его использовать? Да, войду в положение мегакорпы бедной Гугла. Да, войди в их положение. Подожди, что-то мне не нравится то, что ты написал. Что-то меня как-то напрягает. Может, не надо? Я не знаю, это осуждать, не осуждать. Так, root компонент, сын компонент, да. Загугли, если не веришь. Контора жадных ножек. Так, есть. Какая красота, смотри, все сам подключил вообще. Ничего делать не надо. Зачем программисты нужны? Единственное, что вот это вот сын компонент. Все, зачем программисту нужны? Две кнопки клацаю. Смотри, все происходит само. Единственное, что вот это вот он не понял. Откуда? Потому что, знаете, почему? Компонент. Кионтка хорош. Да. Я вообще не понимаю, о чем вы, потому что я тут в своем. Из-за вас кнопка мажу. Хорошо, Ниагара компонент нифига не там. Ищем, где Ниагара компонент. Сейчас воспользуемся магией. А себе знать, где еще методы тут. А, так он просто Ниагара компонент, да, все верно. В чем проблема? Значит, include тебе не нравится файл Ниагара компонент. Дурак, что ли? Failed. В смысле? Ауф. Ее надо подключить в build CS. Там не надо в билд. CS добавлять Ниагару. Ну вот я вот как раз вспомнил об этом, что надо. Я, кстати, благодаря Гемини узнал, что в Switch можно писать несколько кейс и не писать после каждого брейк, чтобы несколько кейс выполняли один код, если совпадает. Это хорошо. Так, подожди, вот это мне не надо. Мне нужен вот этот красавчик. И вот сюда, вот смотри. Опля, Ниагара. Ниагара. Так, опля. Давай билдись.
Мы уже сидим 2:20, как думаете, перерыв делаем или не делаем? А то шея что-то. Шея минус шея. Так, все, есть, запускаемся. Сейчас посмотрим, что там у нас, как это все выглядит. Этот актор. Тавер, мастер. Я бы, знаете, что еще сделал? Я бы, наверное, вот эти вот все свои эти в отдельную папочку собрал. Акторов, виджеты и прочее в отдельную папочку. Вот это сейчас, наверное, сделаем сразу. Это очень важно. Знаете почему? Потому что, когда мы дальше будем закидывать сюда всякие ассеты и прочее, они же будут сюда бросаться в контент именно. Так, у нас отдельная папочка именно наших всяких блюпринтов и прочего. И левелов, и так далее, и тому подобие. И мы не будем путаться. У нас четко папочка, там четко все. Все четенько. А там все, а там срач. Как вам идея? Think about it. Ого, он изобрел архитектуру. Не вали контору. Кстати, CS — это расширение файлов C. Немного не нравится, что юзают этот перегружающий ПК-яб. Нормально. Знали об этом. Какой сделаем? Блин, это стандартный. Да, я такой хочу, все. Так, у нас что-то отвалится или нет? Move here. Виджетс, ну это ты здорово сделал. Move, так он пустой. А, там какую-то парашу надо сделать, чтобы он этот... как же Тифол рассказывал об этом? Знаешь, что такое виртуальная машина и как она влияет на производительность? Не. Это не без понятия. Апдейт Redware. Что? Нет такого редир. А, вот это вот апдейт редир. Ну, delete. У меня сейчас не отвалится ничего. Почему Майнкрафт так лагает? Имей графику первого Дума. О, удалился. А тут у нас виджеты, и все хорошо, да? Да, все хорошо. Ну, наверное, потому что на C-Sharp, да, что-то сделали там. То есть C-Sharp очко, получается? То есть Unity тоже очко? Я знал, я всегда знал. Так, move here. О, вау, этот сразу, видели? Cookit builds, чё? Он на Java, но Sharp просто клон Java. А чё этот? Ладно, давай левел сюда перенесем. Move here. Cookit build. Майнкрафт вообще на Java написан, а вот уже майки его переписали и A-Sharp. Так, Майнкрафт не на плюсах, я что-то думал, вот этот плюсовый, он на плюсах, фу, блин, плюсовый. И вот этот новый, который от Microsoft, я думал, он на плюсах написан. На C-Sharp написан. Ну и логично, что они свой язык, конечно, выбрали. Но... Ну хорошо, давай, override это, давай, перезаписывай его. Не на Sharp, а на плюсы. И это отдельная версия. Ну вот, на плюсы, да. Так, тут пусто, все. Ничего нет. Это ты здорово придумал. Постоянно пробелма вызывает перенос всех папок в одну. Да, это по поводу здорово придумал, что решил сразу все это сделать. Или по поводу чего? Просто тут еще вопрос, чтобы оно не отвалилось все. Хотя там отвалится толком ничего. Блин, там управление. Хер с ним, если отвалилось. Сейчас начало можно. Версия на плюсах раз в 10 производительнее. Понял, почему виртуальная машина шлак? Ну да, понял. Когда уровень перемещаешь, в настройках проекта слетит. После перезапуска карту не откроет нужную. Так, все, понял. Сейчас будем решать это. В настройках проекта, то есть тут вот maps, где? Ага, слетел, да, тест map. Сохранить.
Поменяли. Геймоды не слетели, все как бы, а все остальное чик-пики, да? Все четенько. Ну да, все четенько двигается. Все как бы четенько. Сделай редиректори по общей папке СБД на всякий. Сейчас сделаем. По общей папке редирект. Update редиректори референс. Сделай Сделал. сразу меню-мап, чтоб не париться. Меню-мап. Значит, меню-мап. Мини-мап, что ли? Не, мы не будем делать мини-мап. Че, это что, ламер, что ли? А ламер можно говорить, так и нельзя? Ты сейчас не поймешь, что можно говорить, что нельзя. Так, вот здесь вот тавер пишем. Тавер. Плеер слетел. Тавер. Тавер. Таверс. 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 Карта чисто для меню. Новую карту типа создай. Меню-мап, чтобы не париться. А зачем? Потом сделаем. Это что, проблема какие-то? Эти цвета детской неожиданностью. А вот это я не помню, какой был. По-моему, красный мы его делали. Чтоб на ней чисто твои боксы с надписями играть, настройки и так далее. Потом. Вот такой хочу плеер. Все, будет плеер такой. Все это сохранить. Так, и на всякий случай сейчас перезапустим, посмотрим, что отвалилось, нет? Но ты же этой карте сразу константное место в каталоге определишь. Так, а мы когда ее потом создадим, она что же там будет лежать? В чем проблема? Какая разница, ты ее создашь сегодня, условно, или завтра? Просто мало ли я сегодня захочу ее назвать, там, не знаю, level меню, а потом я захочу, чтобы она называлась меню level. И все, и беда. И пересоздавать заново все равно. Куда я знаю, как я захочу, чтобы он дальше назывался. Так что по перерыву, скажите, что мы идем, нет? Или сидим? Просто если мы сидим сейчас без перерыва, то мы сидим недолго. А если мы сидим с перерывом, то мы сидим еще часа 2. Странный ты. Ну, а ты как хотел. Ну, иначе и быть не может. Нет, ты мне поясни, почему создавать именно надо сейчас и нельзя создать потом. Вот. Шея, точно. Ты меня сбил. Вали на перерыв. Все, вали на перерыв. Я этого ждал. Мы идем на перерыв. Давайте. 5-10, максимум 15 минут продолжим. Окей? Бу. Продолжаем. Так, по поводу таверсов. Я подумал. Мы, наверное... Ну, сейчас мы это создадим ее, но там будем не от этого наследоваться, а от другого. Короче, сейчас сделаем логику, что мы ставим тавер. И интересно сделать так, чтобы, во-первых, он поставил тавер, это да. И чтобы он, ну, что-то начал делать. Ну, условно, спустя там какой-то дилей, и он выпустил проджектайл какой-нибудь, да? Он полетел в другой шарик. Мы сделаем вот эту часть, и чтобы она... Башни будут без анимации. Да, наконец-то минус анимации, да. Ну это просто, ну, строение, ну а что, оно там стоит, что-то пуляет, типа пиу-пиу какая-то происходит. Никаких анимаций, я манал. Не-не-не, все, хватит. Минимум анимации, вот движения только этих болванчиков, все, анимации закончились. Я подзаморочился. О, показывай, ну, если не хочешь, там, в общем, нет, да. Если не хочешь, мне, да, печально. Короче, делись, давай, показывай. Ну, не в смысле делись, а-ля, скинь мне, я себе вставлю, а в смысле покажи. Делал в этом смысле. Ну, смогу скинуть. Давай, посмотрю. Как там... Что я создавал? Тавер. Тавер мастер. Тавер мастер, BP, BP тавер. BP тавер мастер. Вот так вот сделаем, тавер мастер. Назовем, ну это тестовый в основном будет. Давайте сразу его тест назовем, что это тест. BP тавер тавер мастер тест. Вот так вот будем создавать тестовые всякие штуки. И, наверное, надо было его в тест отправить.
Ну вот, пусть здесь будет. Я так понимаю, что тестовый. Окей. Хорошо. Удар этот закроем. Кстати, тоже можно закрыть. Закрыть. Так, тоже закрыть. Тут вообще не знаю, что закрыть. Но можно Game Instance закрыть. Пока что Game Mode можно закрыть. Тоже можно закрыть, потом откроется. Есть контакт. Хорошо, замечательно, прекрасно. Тайвер тест. Вот у нас static mesh, который мы не можем править. Который я молодец. Я сделал только read only. Поэтому все у нас хорошо. Edit anywhere. Так, есть. Ну ладно, фиг с тобой, пусть scene компонент будет. До сих пор не Агару подчеркивает, засранец. Вот это вот надо как-то запретить. Я не помню, как делать. Сейчас у ГПТ спросим. То, что вот это можно было делать. Там, по-моему, edit defaults only есть. А если мне надо, на этом мне не понадобится. Defaults only. Edit defaults only, по-моему, так вот это делается. Defaults. Defaults only. Only. Ну, такая вот фигня. Опять перезапускаемся. Ну, я люблю перезапускаться, что-то поделаешь, но что не поделаешь. Что не поделаешь. Так, ну на башню надо, чтобы оказывалось влияние, то есть и плюс каждая башня при спавне своем, она должна куда-то записаться, указатель на нее, чтобы мы могли потом все башни условно и это самое, ну как бы, это самое. Это самое, ну там ослабить, ускорить, что-нибудь, короче, какое-то взаимодействие с ними сделать. Да нет, все та же самая шляпа. Подожди, а что эта шляпа работает? Хорошо, это не так делается. Да, вот так вот, вот так, опля. Чтобы что? Чтобы... Скинулась. Сейчас будем смотреть. Сейчас этот ответил, что-то тут edit defaults only, а я что написал? Блин, идея из scene component. Set бла-бла-бла, реализация. А почему здесь метод? Ничего не понял, что я хочу. Я не понял. Хреново объяснил, ну что, хреново на входе, хреново на выходе. Двигаются, нифига себе.
Смещение поменять. А это именно ты... А как? Ну, это не анимация, это ты имел в виду... Ну, ты же их смещаешь. То есть у тебя-то есть, условно, нижняя, да, часть и верхняя часть. И верхняя часть, она у тебя просто на актора смотрит. Или это как-то и через именно анимацию? То есть я думал, анимация, ну, это типа а-ля вот это вот. Там, дэнс какой-нибудь им дать. То есть а-ля просто стоит башня и что-то там... Ну, что-то делает, короче, там у нее АФК, она там в носу ковыряется или еще что-то делает. Вот таких вот анимаций я имел в виду. Ну, у тебя есть при самом... Это лука, да, но есть и анимация «ты приблизь». Или с ПК смотри. А, ну да, у тебя эти, как их... эти идут, да, как их... Ну, короче, стволы твои двигаются. Ствол твой двигается, и они сами эти трясутся, да, есть. Ну, круто. Ну, посмотрим, с этим-то попроще тут. Тут-то не надо вот эти вот всякие пальчики-херяльчики делать. Там смещение просто тебе условно какие-то сделать. То есть какие-нибудь там поворотики. Ну, как я для шара делал, то есть такие же. Посмотрим, но пока не планирую. Я хочу избавиться от этого. Наоборот, попроще было. Так, что я делаю? Что я перезапускал? Угу. Вот это я перезапустил, ладно. Здесь мы... Вот это меня раздражает. То есть, что мы можем его бац изменить. А как это заблочить, я не помню. Ну ладно. Не трогай, и будет все хорошо. Так, чтобы он реплицировался, надо реплики это сделать. Ставим. А знаете, что это все постоянно не ставить? Знаете, что мы сделаем? Ну, вот тут сделаем репликейт. Сделаем, конечно. Ну да, это супер просто. Нужно только определиться с видом башен и сделать их или найти. Ну да. Ну, тут будет посложнее, потому что у меня башня именно башня будет. То есть, ну, типа, опять медиевал вот этот стиль весь. То есть, там башня просто башня. Вот я ж поэтому и думал, типа, мол, как сделать это условно, там какая-нибудь, я не знаю, змея вокруг этой башни, и она ядом плюется, и змея анимированная там, и типа, вау. Думаю, анимация не это. Вот, когда я сказал анимировать башни, я примерно вот это представил. Понимаешь, как стоит башня каменная, вокруг нее огромная змея, которая плюется вот этим ядом ядовитая, и которая анимирована там что-то делает. Вот это вот я представил. Башню хочешь? Не. Своими двоечками. Не хочу. Отстань. Я хочу, чтобы команду какую-то юзнул. А ну юзни какую-то команду. Давай, в кота меня преврати. Так, репликейтед. А чё, как? Она скрыта, что ли? Репликатис. Надо ауфа, кстати, добавить. О, новый код. Репликатис. Equal true. А он так не работает, да? Репликатис он не нашел. А где он его видит? Хорошо, давайте искать в этом. В акторе. Актор, сейчас найдем репликатис. Надо волчару добавить. У меня все руки не доходят замонтажить. You int b replicates. B replicates. Категория replication. Понял? B replicates. Вот, true. Это же оно? Правильно? Your property edit defaults. Defaults only, blueprint read only. Категория replication. Или еще есть? А ну-ка, давай еще пойдем. Set replicated. А все, больше нету. Да, это уже не то пошло. Все, больше нету. Это оно, be replicates. Вот мы сразу его здесь поставим, что это true. То есть эти акторы, они должны будут реплицироваться. И все, больше сюда не трогаем, не лазим. Окей, окей. Теперь я хочу какой-нибудь куб сюда добавить. Там звук еще есть, со звуком смотрел. Ну я вроде что-то слышал, но я думал, это у меня что-то в наушниках. Это ёпт. Там... Меня не пускает телефон мой, знаешь?
Не пускает меня. Не хочет мне показывать. Сейчас будем со звуком смотреть. Сейчас на максимум поставлю звук, а он как заорет. Блин, игру напомнила, там тоже такие эти были. Звук, слышите? Давай. Не слышно вам ничего, это все глушит. Короче, какая игра была? Там тоже типа Tower Defense, короче, там типа танчики едут, с твоей базы танчики едут, и с чужой базы танчики едут. Какие-то танчики или машинки, там что-то такого. И ты турельки ставишь, которые пиу-пиу по ним делают. И ты их вперед продвигаешь, то есть противника, а он тебя может продвинуть их вперед. То есть танчики рушат турельки, а турельки рушат танчики. Вот такая вот типа штучка. Ты строишь только турельки, а танчики сами едут из вот этих заводов захваченных. Типа, они раз в какой-то период там едут. Вот такую игру вспомнил. Сразу что-то. Я не знаю, кто играл, нет в такое. Без понятия названия, даже не спрашивайте. Сразу триггер в памяти. Хренак. Так, потише сделаем все это делаем так. Так, хорошо. Репликейт мы сделали, а почему он здесь ничего не видит? Статик мэш тут. Потому что у нас нет ни одного статик мэша. А как так? А куб это кто? Куб. Статик мэш куб. Что же это такое? Engine Basic Shapes куб. Engine Basic Shape куб. Будешь кубом пока. Пока ничего нет. А, тут же можно стартер-контент, да, как-то поставить себе. Я не помню, правда, как. По-моему, одну кнопочку какую-то нажать, и стартер-контент сразу и всосался. Я не помню, какая. Ну, хер с ним. Не то, что это сейчас супер важно. Но надо башенку построить. Угу. Башенку. Я, кстати, разбирал аниматифай в Йолде, чтобы понять их логику, и обнаружил одну недоделку. Помнишь анимацию разворота игрока на спринте? Так, я тут понял, что у меня сейчас получится. Я хотел сюда шарф сандалить. Подожди. Если я это сделаю, это будет на что-то интересное. Кстати, я разбирал аниматифай в Йолде. Понять их логику, и обнаружил одну недоделку. Помнишь анимацию разворота игрока на спринте? Анимация разворота игрока на спринте. Хреновая башня. Да, только другое слово. Ну да, это хреновая башня получится какая-то. Это мы удалим. Да, добавим сюда сферу какую-нибудь. Подожди, стоп. В смысле на развороте? Не понял, это когда? Ты бежишь на спринте. Когда он останавливает... Я не помню, как это выглядит, честно. И шляпа какая-то получается. Ну, короче, будет шляпа. Все, это наша башня. Есть Ниагара. Нет Ниагара. Надо с того проекта все тянуть. Там такие классные... Есть один человек, он мне сделал такие обалденные, там такие вообще, там такие мощные эффекты, вообще обалдеешь. Вот мы их потянем. Окей, есть башня. Ноги от инерции все еще летят вперед, корпус разворачивается и наклоняется назад. Не помню. Вообще не помню, ничего не помню. Тавер, мастер. Ага. Ты же статик мэш хочешь, тебе надо немножко изменить, ты же должен актора понять, какого ты будешь спавнить. Это анима накладывает запрет на атаки. Так ты актора здесь спавнишь, смотри. Здрасте. BP, ТМ. ТМ, а не ТВ. ТМ-тест. Что еще раз? Это аниме накладывает запрет на атаки.
Это когда ты бежишь и резко решаешь в другую сторону, типа, пойти. Оп, и блок пошел. Так, хорошо, мы нарисовали тавер наш. Есть. Он тут, в принципе, ничего не поменялось. Здорово. Представь, ты убегаешь от врага, хочешь раскор развернуться и прописать ему в башню, а игра такая: не, жди 1,5 секунд. Тебе много одной? Да, это та анима. Так а что плохого? Плохого в том, что ты не можешь резко это сделать? Почти минус стример. Почти. Так, тавер есть. А теперь я хочу, чтобы он плюнул Ниагара. Ниагару, блин, скачивать надо. Какую-нибудь. Чтобы он скастовал какую-то штуку, короче, проджектайл полетел. 1,5 секунд это же кул молнии Зевса. 1,5 могут зарешать весь файт. Так, по projectile. Projectile movement. Еще раз. Это же cool. Молния Зевса. В смысле, у Зевса 1,5 секунды молния, он может спамить. Это вот та самая молния, когда Зевс, ультуй. Вот она. Так, Tower Master еще должен быть... Это саморез без резьбы. Нет, ни о чем не говорит. Я же не дотер. Так. Projectile movement. Projectilia. Нет, та самая, которая летает по врагам, чтоб он фармил крипов и напрягал вражеского медиара. Это что-то новое. Я помню, у него просто есть какая-то параша пульнуть. И есть ульта, все, что я помню. Параша какая-то пульнуть, она вперед, по-моему, пулялась. Или таргетна вообще. И твой, может, нельзя. Я про твою башню. Похоже на саморез. Тяжело. Может быть. Может быть, похоже. Тавер Мастер. Но это все равно надо перезапускать. Подожди, стой. А зачем этот компонент в башне? Projectile с этим компонентом же отдельный актор. У меня нет ответа на этот вопрос, нет. Ах, да я откуда знаю, зачем он здесь? Кто бы мне сказал, зачем он здесь? Молнию сверху можно заюзать и на землю. Тогда она ударит по ближайшему врагу, как в реале. Я не знаю, зачем я это сделал. Но тем не менее. Projectiles. New color. О, мне нравится Projectiles. Все, Projectiles. Да, нам надо создать класс, опять же, проджектилесов, которые будут, ну, короче, мастер проджектилес. Классс, начало класс, если это актор. Проджектилес. Проджектилес мастер. Проджектилес мастер. Projectiles. Проджектилис — это брат Ахиллеса. Да, который сын Пелея, да, это он самый. Projectiles. Полетел Projectiles, короче.
Что-то я вообще, ну это фейл, ну куда еще? Стыдно. Теперь у меня вопрос есть. У нас хорошо, павны существуют в двух экземплярах всегда на сервере и локально. То есть у чувака, который получается, у человека, у которого открыт сервак, у него существует свой павн. Раз. Локально. И в области, где сервер, существует свой же павн, и существует павн второго игрока. Майонез сын пельмени. Да. И тавер, вот этот вот, который мы поставили, актора заспавнили. Он где существует? Он также будет существовать локально у одного, локально у второго и на сервере. И так как мы нажали Replicated, вот этот сервер сразу все подтягивает, или я сильно многого захотел? Вопрос. Сейчас будем смотреть. Будем все смотреть. Не знаю, просто по этот самый как. А вы заметили разницу между вот, когда пишете восклицательный знак комп? Там что-то изменилось или нет? Так. Мастер. Сик. Берем. Это 5 как минимум я услышал. DDR5, да. Не только DDR5, там. Кома. Видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X, 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Короче, все там поменялось, кроме видеокарты. Ну, в том, что озвучивает, да, там что-то особо не расскажешь, но так все поменялось. Вообще дуру взял. Огромная мразь. Зато я доволен. Но удобно, неудобно вот это вот все делать. Так. 7900. Ты мажор В смысле или да? 7900? 9700. Он что, 7900 читает, что ли? Я написал 9700. 7900. Что я написал? 97, у меня 97. 9700. Где это речь? Карта... можно? Там больно. Процессор Ryzen 7 9. Ryzen 7 97. Ну, все правильно. Ryzen 7 97, все правильно. Что-то это не помню меня. Так, мы создали. Вот здесь Projectile можно. Все равно мажорский проц. Ну, вообще, да, дороговато вышло совсем вместе. И без видеокарты. Цена видеокарты, блин, вышла. Все вместе. Ну, тут опять же, смотря как смотреть. То есть, с одной стороны, цена видеокарты, блин. А с другой стороны, как бы, цена видеокарты. Вот как бы вот так вот. Что дальше? RX 9900, чтобы без проблем перейти на SteamOS. А почему без... А что не так? А что мой не сможет перейти на SteamOS? Главное, SSD нормально подключи и движок с проектом на нем храни. Обязательно. Да, обязательно движок на нем. Фу, движок этот самый, да. Не, у меня проект, он у меня на SSD, да, все четко, но... Так она не поддерживает карты от NVIDIA. Бэкап у меня не на SSD. Тут вот. Карты от NVIDIA. RX 9900 не поддерживает карты от NVIDIA или SteamOS не поддерживает? А, RX это вот этот вот, ты про... Там не 9900, там 9070 вот эти вот их XT. Или о чем ты?
SteamOS что-то не поддерживает. SteamOS. SteamOS не поддерживает это. А чё так? Я говорю о видеокарте RX. Так RX там, они перешли, у них нейминг другой, у них в 90-й карте сейчас 9080 у них, они перешли как у Nvidia, то есть у них есть 9070 сейчас и 9060, вот, по-моему. Ждем 9080. RX это карты от AMD, запомни. Я знаю. Да без разницы. Edit defaults only, blueprint read only, категория project master. You projectile master там нам надо, да? Класс. You projectile movement component. Projectile movement component. Хорошо. Потом нам надо... Ну, тоже нам надо Ниагара по-хорошему, чтобы там свистоперделка была. Нам надо... Что нам надо? Что-то надо. Нам еще что-то надо. Но сейчас Ниагару тогда создаем. Ну, тоже сцен компонент нам нужен. Сцен компонент. Верни мне сцен компонент. Красиво же подсказал. Опля. Потом мне нужен статик mesh. Ну дай мне статик mesh, пожалуйста. Your property. Если кратко, то что с магическим РПГ случилось? Edit. Оно вышло в релиз. Ссылка в описании есть на скачивание. Edit. Релиз. Релиз. Blueprint. Подожди, а при чем здесь не defaults only? Ссылка битая. Битая? Сейчас как там битая ссылка. В смысле, битая ссылка. Укажи на ничью ссылку. Ничего не битая. Она переводит на Google диск. Что ты мне бита, не бита? Проект FPS. Нажимаешь сразу на диск. Нафига нам твой диск? Так а толку? Ты все равно на него перейдешь. Там же ссылка на Ichio. Ты все равно перейдешь на Google диск. Я же не загружал, я загружал по ссылке. То есть, и почему я добавил ссылку? Чтобы не было дополнительного... Стата так не будет учитываться. Это стата, там же похеру. Стата. Кстати, даже сам когда это лутер-шутер стал РПГ? Ну вот так. Вот и стал. Стата толку. Он даже не отображается в общем списке. Из-за того, что там, когда добавляешь по ссылке вот эту вот фигню, они даже ее не проверяют. Они сразу ставят блок, короче, и толку от этого нет. Ее, короче, никто не увидит, я так понял, эту ссылку. Точнее, сам проект никто не увидит на Ichio. А что не в Steam? 100 баксов. Не окупится все это дело. В поддержку не писал. Не писал в поддержку. Хер с ним, что толку-то? Во-первых, бесплатно, а во-вторых, кто хочет поиграть, всегда может зайти на стрим. С файлов, кстати, и там что ссылка с твоим есть. лутер-шутером, который не похож на лутер от Магнуса. Категория PM. Я его давно забросил. Static Mesh Component. Чисто до демки дожил. Забрасывать проект это самое то, да. Так, у нас есть Scene Component, у нас есть Static Mesh Component, у нас есть Projectile Component, нам нужно еще Niagara Component. Ее property. Steam 100 возвращает после окупаемости. Ее бы не было. Понимаешь? Смотри, на Ichio Ну после... понятно. Магнус страйк кинул. Да, за этот самый. На Ichio у меня, по-моему, 14 скачиваний. И это с учетом того, что она бесплатная.
Она совершенно уже бесплатная, вообще без никаких вопросов. Просто скачал, просто бесплатная. 14 за 2 недели. Теперь представь, что там стоит ценник в 5 баксов. Минимум в половину она уменьшается. Вот 7 человек, это 35 баксов. До 100, мягко говоря, не доходит. Мягко говоря. Вот. Поэтому вот так. Да не стоит она денег. Ты что, гонишь, что ли? Она в архиве только для зрителей, а не разделе инди в стиме же. Так ты сделай хотя бы, чтоб ее было видно в поиске, напиши в поддержку. Хорошо, напишу в поддержку. Only. По поводу этого, она в архиве только для зрителей, а не в разделе инди в стиме же. Ну да. Ну вот я думаю, что типа Steam прям и люди полетели это самое. А там ты что, гонишь? Не-не-не. Ну хорошо, давай возьмем не 7, давай возьмем 10 человек. 3 еще добавим, со Steam пришло. 50 бачей. В стиме будет больше огласка. Сомневаюсь. Я забыл, что я хотел. Я хотел ее Ниагара. Компонент. Ниагара компонент. Указатель Ниагара компонент. Такая вот штучка. Хорошо, у нас все это есть. Сын компонент. Ниагара компонент. Как знаешь, конечно, я не настаиваю, просто интересно было. Ну, я же говорю, я просто понял, что, ну, окупаемости этого не будет просто ради того, чтобы, типа, я выпустил игру в Steam, посмотрите, у меня есть своя игра в Steam. Компонент. Компонент, да. Что я написал? Компонент. Сюда вот надо вставить. А что тут на этом? А, вот. Компонент, да. Короче, вот ради вот этого как-то что-то... Даже вопрос не 100... Ну да, в основном тут вопрос в 100 баксах, если честно. На тот момент, скажем так, финансы не располагали. Сейчас бы они располагали. Сейчас все нормально. То есть, ну, короче, в общем... Я тут бесплатно даю, как бы, пользуйтесь. Вот, все. Пусть будет так. Пусть будет так. Я изначально говорил, что цели заработать на том проекте у меня как такового изначально не было. Получилось то, что получилось. В общем. Хорошо. Ниагара компонент, Projectile Movement компонент. Ребята, пока вас много, новые команды появились. Можно в ссылке под описание там зайти, команды трансляции. Новые команды классные, там вообще всякое происходит. Классные. Старые команды частично изменены. Вообще, вау. Я сегодня буду за новые команды всех призывать. И не говори, бесплатно дают, а они еще жалуются. Мне то, что жалуются, просто спрашивают, почему так и никак иначе. Программисты не нужны. Соответственно, заявляю, программисты нужны. А эта игра будет платная. Retower Defense. Ну, в эту бы уже хотелось, да, что-то это. Если пойдет так, как все идет сейчас, то да, я ее в Steam выпущу, и будет она платная. Ну, опять же, 5 баксов. Хотя, ну да, 5 баксов, да. Либо донатное что-то добавим. Мы с Тифайлером за это самое будем эти скинчики продавать. Он будет эффекты делать. Мы будем по 5 баксов их продавать. Тутора прям не хватает. Тутора почему? Почем Тутора не хватает? Что за? Статуи с морожкой стоят. Что за Тутора? FPS.
Статуи с морожкой. Ничего не понял, что за статуи, что они стоят и что не так там в FPS. Там, кстати, текстуры поотваливались. Я не знаю почему. Без понятия. Типа у меня запускается, у людей, у некоторых текстуры отвалились. Без понятия, что такое. Так, здрасте. У него своя атмосфера там. Есть, мы это добавили. Он там, короче, летит, что-то там траля-ля, и через время уля-ля. И все. Нам надо его только заспавнить. Все, мы сейчас его вот так вот делаем. F7. F5. Я запустил FPS, туториала не хватает критически, я только по стримам понял, как играть начать. Ну, тут как бы... Тор, да. Но тутор делать надо, понимаешь, просто тутор он должен быть либо хороший, либо никакой. А хороший тутор это, ну, это какие-нибудь диалоги, это какие-то взаимодействия делать, это виджеты. Это, короче, надо было делать, а мне было впадло это делать. Я не хотел это делать и не сделал. Очень просто. А вот как ты Projectile представляешь себе? Будешь делать хоминг? Выпал уровень в лесу, где у статуи нет огня на факелах. Похоже на мороженое. Да, буду делать. Выпал уровень в лесу, где у статуи нет огня на факелах. Да. Ну, успех. Ну, отвалились текстуры. Я не знаю, что за прикол. Причем у всех как-то по-разному. У кого-то там столбы не работают, у кого-то какие-то еще факелы. Запиши тутор на ютубе и оставь ссылки. В этом, да, прям в игре что выбивало. Там, типа, тутор здесь. И тут я сижу, привет, это тутор по игре, вот я вам сейчас все расскажу. Подожди, по поводу Projectile. Будешь делать хоминг? Ну да. Ну, то есть, он выбирает цель ближайшую. Ну, то есть, даже, наверное, не так. Или так. Когда они все разъедутся. Ну, не, сам этот будет хоминг. Да, понятно, будет хоминг. Но в чем суть? Он-то у тебя вот полетел, да? Тебе нужно определить, в какого моба он полетит. Можно в первого, который касается... ну, так, сфера. Вот есть сфера у Тавера. И первый моб, которого коснулся, он начал его шлепать. И туда отправляет. Если первый уже 0 поинтер, он удаляет его. Из массива, ну и в массив все добавляет и бросает. А если ушел, то этот самый. Но хоминг, как у тебя сделано? У тебя разве не хоминг? У тебя же они тоже, ну, как... Ну-ка еще раз посмотрю. Они же у тебя тоже летят именно в цель. Или нет? Или да? Они у тебя не в цель летят, слушай. Или это мне показалось? Да я вот тоже пока думаю, но сейчас они просто очень быстрые. Ну, есть такое, что он, ну, там немножко, ну, да. Нет, я хоминг буду делать. У меня же всякие там эти, как их... Фаерболы. Вот. Всякие фаерболы, вот эти поизонболы. То есть вот эта же шляпа будет лететь. Всякая. Ну, и там и молнии какие-нибудь будет бить прямые. Какие-нибудь метеоритный дождь устраивать раз в 1000 лет, там, бац, лужу разливать. Ну, то есть такие фишки всякие. Короче, скиллы, которые мы делали, в принципе, то же самое будет. Ну, не в смысле то же самое, но примерно такое же. Окей, хорошо. Projectile сделать надо. Я назвал его.
Чувствуете? Чувствуете это, то, что надо сразу делать? Я перезапускаю, ничего не знаю. Люблю перезапуски. Люблю перезапуски, я... Сферу для башни тоже добавь, если нету. А, да, надо коллижен сферу добавить. Ну, уже зашли сейчас. Башенка, конечно, классная. Вам нравится? Почему мне нравится она очень? Я это только пониже сделал бы ее. Что это такое? А, это проджектайл вот этот. Сфере давай. Ну, отлично, пойдет. ТМ. Чуть поменьше. Можно вот этот вот куб? Сильно большая ляпа получается. Так, вот этого вот ПМ-теста надо в ТМ закинуть. Tower Master вот сюда вот. А, закинул. Здрасте. А можно мне открыть? А, мы ничего не создали, он же не умеет еще ничего. Понял. Мы же должны создать сейчас класс, которым он пуляет, то есть вот этим Projectile мастером, чтобы он его создавал. И написать код, чтобы он на Begin Play, короче, начал каждые там 5 секунд спаун актора делать, и он полетел. А в самом этом нам надо настроить Projectile Movement, Initial Speed какой-нибудь 500, Max Speed 500, Rotation Follows Velocity. Со Static Mesh компонентом сразу разберись, что он висит. Каким Static Mesh компонентом разберись? Вот этот? Или кто? Это висит то, что тестовый, так как у меня нет статик мешей никаких, у меня пусто, я ничего выбрать не могу. Ну, у меня тут ничего нет. У меня же пустой проект. Или о чем? Нажми на шестеренку. Я не тут нажал. Подожди, хорошо, вот это вот шестеренка. Нажал. Там будет показать Editor контент. Плагин Localized Developers есть. Yonjin контент. Ну так Yonjin контент стоит, вот галочка. И есть Developers, плагин и Localized контент. Все, больше ничего нет. Ну вот говно же, говорю. А чё говно? Чё мне нажать? Я не вижу тут ничего. Вот ну, вам видно, вон Localized, Localized, Plugin и Developers. Если галочка есть, значит можно выбрать дефолтный куб, а ты не можешь. Моя. А, не, подожди. Ой, блин. А, подожди, могу. Вот, появились. А как они появились? Подожди, а тут? И тут появились. А теперь появились, все, появились, все. Мы довольны? Мы довольны. Все, сферу берем. Компайл, все, вот это вот. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу пошла. Давай материал выберем какой-нибудь такой. Мне кажется, ли он двигается?
У меня глаза плющит. Подожди, что происходит? Что происходит? Дышит. Сука, что он дышит? Что это такое? Куда ты пошел? На увеличение. Все, хватит. Сука, это тоже дышит, что ли? Что, не живые? Не, это вроде нормальный. Тот куда пошел? Что это такое? Что за расширение? Так, и вот этого подправить надо тоже. Шлеп, шлеп. Ну, он-то общий будет, блин. Но тут, конечно, надо выбрать какую-нибудь такую. Давай конус возьмем. А что у конуса? Это, наверное, не тот конус. А есть конус, к которому можно материал задать? Сейчас камера будет. Камеру поставлю. Или вот эту парашу взять. Вот дощечка замечательно пойдет. Так, оп. Он подходит под башню? Мне кажется, подходит под башню идеально. Все, замечательно. Хорошо, есть. Так, еще раз. Нам надо создать здесь... сферу коллизии и создать товарища... Кого товарища? Товарища этого... Класс, который мы пуляем. Типа, мол... Projectile. Projectile класс. В билдере. Я сейчас дам больно в билдере. В этом тавере. Здесь мы должны создать ее property. А почему оно все в паблике? А какой лишь оно в паблике? Ты что, дурак? Property. Валур, а ты делаешь на блюпринтах опять же, да? Или ты на плюсах уже во взрослую лигу перешел? Да. Категория. Да, это что, да? Это на блюпринт. Я сейчас скажу, на блюпринтах? Или на плюсах сейчас да напишет. Так, ТМ. Юспхерия. Да у меня лагает с визуалкой. Я же говорил. Да я помню, да, что говорил. Ну мало ли, может, что-то шаманил там. Дело такое. Потом нам надо еще вот этот класс создать. Но я думаю, он в приват пойдет. Private секцию, то есть и property. Категория TM. Это будет Projectile Master. Откуда ты знаешь? Подожди, я ошибся вообще-то. Я, ну как, я хотел T-Sub класс, но я хотел Projectile класс назвать. Ты что, меня слушаешь? А ну, напиши мне... блин, я не знаю, что такое смотреть, чтобы не получить. Ладно, ничего не буду. T-Sub класс, короче, T-Sub класс off. Да и плюс как-то сложновато что ли в голове столько кода держать. Не знаю, мне как-то на принтах легче. Ну, дело привычки. Это же дело привычки, то есть код туда-сюда раз-два и привыкнул бы к коду. Что это такое Projectile? Что, дурак? Projectile Master. А есть контакт. Это вот. Вот это он, по-моему, Blueprint вот это вот не воспринимает. А как я тебе сделаю? А никак. Все, придешь, значит, в этот. Protected. Класс of Projectile Master. Projectile Master не нравится. Unable to find class with name of Projectile Master. Я неправильно написал, да? Projectile
Давай скопируем. Projectile Master. А, Projectiles. Анли Код, Анли Хардкор. Да. Да. Почему он Projectiles? Ну почему ты Projectiles написал? Ну, дурачок. Ну ежик ты в тумане. Так, а вот это вот очень важно, где сейчас это все откроется. По-новому. Нормально все. Вот такие изменения произошли просто бешеные. А, вы знаете? А вы знали? А вы знали? Что когда у вас лицензия, вам нельзя менять эти самые часто детальки. Вам нельзя менять детальки, если у вас лицензия Windows. И Windows следит за этим. Он вам не даст просто так это сделать. У вас лицензия слетает. А еще, вы знали, что у дисков бывает разметка разная? И то, что некоторые материнки поддерживают ее, а некоторые нет. Одну разметку поддерживают, другие нет. А еще вы знали, что графическое ядро может блокировать поддержку старых этих? Вот такие вот разные вещи происходили. Так, где у нас? А нет, это не здесь. При чем тут материнка? Это разве так работает? По поводу разметки дисков? Материнка причем? Или кто причем? Я знаю только про диски. Потому что я сейчас много инфы выдал. Что именно? Но в смысле материнка может не поддерживать старые разметку дисков, чтобы загрузочный вот этот или BIOS. Разметку. Или BIOS не поддерживает на материнках, или материнка в BIOS не поддерживает. Но они могут... Короче, не нравится им, но какая-то разметка. И у них есть обратная совместимость. Там можно, я не помню, как она называется. Ну, короче, вот эта параша есть. Но графическое ядро на моей материнке в процессоре блокирует обратную совместимость. И моя винда отказалась запускаться. То есть я такой сижу и понимаю, что у меня как бы ничего не запускается. И оказывается, можно зайти в обратно. Короче, я подключил обратно. Прописал какую-то парашу, какой-то страшные вещи прописал, он мне там какую-то штуку сделал, и он мне его пересобрал с сохранением данных, и все запустилось. А потом мне винда сказала, что у меня Windows не активирована, и надо ее активировать. И я узнал, что оказывается, ей не нравится, когда ты меняешь детали. Вот. И все это заняло не одну минуту. Все эти эти штучки-дрючки. Так, паблик. Где мы меняли Projectile? Разметку какого диска? SSD? Да. Но если у тебя есть код лицензии OS, то проблем быть не должно. Да, есть. А мы теперь знаем, что ты отдаешь деньги Microsoft за их парашу. Подожди, еще не вечер, там было еще веселее. Я начинаю, у меня код есть. Этот код там, я не помню, в каком году я его брал. По-моему, этот ключ, короче, у меня от 14 или 15 года, короче, еще туда, куда-то, в прошлое, супер. И как бы он-то есть, я его пытаюсь ввести, а мне говорят, вот тебе, понял, да? Он другой. Давай его, короче, пытаться... Сейчас я Generate Visual Studio сделаю. В смысле? Ладно, мы так сделаем, хорошо. На 11-й винде, оказывается, нельзя просто так взять и Generate Visual Studio Projectile сделать. Ну да ладно. Нет, этой менюшки там надо старую включать. Окей, будем знать. Говорят, бери новый.
Мы бедная контора ножек. Нам нужны деньги. Да, да, они буквально так и говорят. У вас как бы ключ говно. Они мне говорят, все, но вы можете его купить. И гайд, как купить ключик. Ключ я купил. Но подожди, это не все. Я типа не так все было. Не просто так я поддался. Подожди. История какая? У нас тут компа, уже 4 компа почти у нас с женой. Ну, 3,5, типа, короче. Я же такой думаю, ну а что, мне все, я уже смирился, думаю, надо там как-то думать, чтобы покупать это все. Мрази дорогой еще, ужас. Думаю, ну а что делать? Все как бы. Сейчас там сообщение просто написали, я жду, когда оно придет. С SSD там не все так просто, у них есть своя прошивка, которая может быть несовместимой, BIOS материнки не знает, типа как корректно определить этот SSD. Ну да, вот эта вот фигня и была. 4 компа и PS4. Ты мажор или ДДД? Но это в особенности касается только M2 А у меня не SSD. M2, у меня через SATA 3, которая... Я не помню, как она называется. Ну, короче, через SATA. 4 компа, 3 компа с половинкой. У того компа не хватает... у него видеокарты не хватает, собственно говоря. Ему не хватает блока питания и жестких дисков. Ну, короче, материнка есть, проц есть. Оперативка есть. Коробка есть. И все, в принципе, больше ничего нет. То есть, получается, даже не 3,5, чуть меньше. Так вот. И я же такой, все, уже фиг с ним, смирился. Жена, мол, давай будем, ну, что-то делать. Давай у меня попробуем запустить. Ну, давай у тебя попробуем. Давай у тебя попробуем, короче, ключ ввести. Вводим ключ на ее винде, которая не была активна. Типа, мол, тоже пошли нафиг. Ну, фиг его знает, а что делать? Давай я на своем SSD, точнее, на своем компе, который был, на новом SSD... Samsung SSD. Знаю, что такие проблемы обычно с SSD этого производителя. Не Samsung. Нет, там какая-то другая параша. Так вот, у меня же там, я недавно винду переустанавливал, и там, короче, осталась та винда, но я ее похерил, там какой-то файл, короче, навернул. Жена у тебя кто? Успешная бизнесвумен? Да. Так вот. Давай у меня, типа, ставить. Я взял, короче, вот этот SSD, поставил новую винду, свежую, переустановил ее на этот. И ждем же, когда активировать. Я думаю, пусть жена зайдет там на свои аккаунты, все дела. Она заходит на все свои аккаунты, и давай ключ вводить. И он так долго еще такой думает, что-то дольше, чем обычно, такие. Блин. Бац, у нее заходит, типа, мол, и все. И сразу моментально он привязывается ко всем ее аккаунтам, ко всем этим самым. И все, и у меня винды нету. Меня обокрали. Все, у меня больше лицензии нет. Жена украла, короче, у меня винду. Все, она полетела к ней на аккаунт. Все, у нее уже привязан. Оказывается, там все теперь просто, когда он привязан именно к аккаунту Microsoft. Там через пень-колоду все это. Все привязано, все здорово. Типа того. А я стою, у меня ни винды, ничего нету. Все, типа, все, до свидания. Ну, давай думай, что, как там. Ну, в общем, решили, хер с ним. Полетела, короче. Мне винда, и в итоге есть у меня винда, и у жены есть винда. Ну, я и так собирался ей брать винду, но в итоге получилось, что она у меня забрала винду мою. С которой с которой с 14 года, понимаете, с 14 года, ну, 14, по-моему. Да, я даже... Да, середина 14 года. Прям, она отобрала у меня. Вот так вот. Такая вот история. Так, а можно мне вот это вот закрыть? Это вот закрыть. И поставили вдвоем на 11-ку. Перешли. Вот какая нехорошая. Да. На 11-ку перешли. Ну, такая интересная 11-ка. И сразу перешли на 11-ку. Я просыпаюсь. Что-то там позавтракали туда-сюда. И потом первый видос, который я вижу в Ютубе. Новое обновление винды ломает SSD. Куся, что за винду не надо платить? Они и так зарабатывают на твоих личных данных. В смысле не надо платить? В смысле не надо платить? Что, пират, что ли? Осуждаем. Пиратство осуждаем. Подожди, ты меня сбил. Я хотел Projectiles вот эти открыть.
Мастер, вот он. И этот... Так вот, и первая новость влетает, недавно видео выпущенное, типа только сегодня якобы... Осуждаю кормление конторы ножек. В котором говорится о том, что, мол, новое обновление, там, ну я посмотрел, у нас нет обновления. Суть в чем? 10 как по мне лучше, у меня в 2014 году была Зверь CD сборка Windows HR, до 2020 года на ней сидел. Сборки какие-то ужасы. О чем я говорил? Видос, короче, суть какова. Качаешь эту обнову, но у нас нет обновы, мы не обновились, я сразу остановил, все, мы все остановили. Обновы хватит, сами будем решать, когда что ставить. Хотя он сам тоже решит, когда ставить без нас. Суть в чем, если ты перебрасываешь с SSD диска на этот же диск, короче, ты делаешь какой-нибудь переброс файлов, и этот файл около 50 гигов или больше, у тебя крашится... На ПД же в Dark Souls не поиграть же. На ХП? Хотя у меня много теплых воспоминаний. XP типа. Так вот, если ты перебрасываешь вот эти файлы, то у тебя синий экран смерти, винда уходит в перезагрузку, ты возвращаешься, и все. Пуф. Нет твоих файлов. Ни те, которые скопированы, ни те, которые копировались. Все. Пуф. Как вам обнова винды? Это если я все правильно понял. Тут надо уточнение сделать, что я могу не ошибаться. Но обнова винды это вообще, конечно, кайфовая такая. Так, Projectile Master, хорошо, мы создали, Sphere Component мы создали. Вот здесь нужно в Tower Master добавить Tower... Какой нафиг Tower Master Sphere Component? Сюда добавить Sphere Component. А по видеокарте тоже надо обновочку завести. Обновочку. Ага, то был дядин комп, моего еще не было. Он 2007 года. У меня, кстати, еще валяется диск с Виднов Свиста, и я в 2017-2019 играл на нем в Roblox. Тогда и еще норм режимы были. Ужас. Я не приотачил его. А-та-та. Надо приотачить. Так, Projectile класс мы создали. Только он ничего, подожди, нафига я запускаю его? Вот любитель запускать, перезапускать. Нам же надо на begin play написать, чтобы он условно там таймер какой-нибудь, и каждую секунду куда-то его просто создавал. Пофигу куда, он сам будет лететь. А нам важно посмотреть, реплицируется ли это все. Да, я хочу продолжить. Это закрыть. Подожди, стоять. Я могу его открыть? А как успехи, стример? Да, отлично. Смотря как успехи, Смотря как успехи. Красивый рабочий стол. Это он типа сворачивает его, типа вот этом, что ли? Ну да, красивый. Это вот тут вот происходит, да, когда я вот это вот нажимаю? Ну не. Вот так вот? Или как? Или вам сейчас показывает тупо рабочий стол? Или что? Успехи? Да, успехи... Да, хорошо успехи. Смотря в чем успехи. Подожди, раньше он не открывал. Он вот эти классы, он херил их. Ну, то есть, теперь мы можем взять и от Reparent, Reparent Blueprint, вот этот Projectile. Жаль, что не проказыкавит, что на рабочем столе. В смысле не показывает? Ты про вот это, что ли? Про вот это, так он пустой. Это второй экран. Это не основной экран. Это второй экран. Пустая. Тут ничего и нету. Не будет показывать, что там пустая. Короче, Reparent он не хочет делать. Возьмите Parent класс. И Reparent он не делает. То есть вот этот Projectile. Актор. А жаль. А чё жаль? А чё ты хочешь увидеть? Там у меня Steam, ёпики. Что еще? Корзина. Папочка Work, папочка Stream, папочка Programs. Мой компьютер. Этот... Mozilla.
У меня просто он закрыт сейчас этим. Вспоминаю. Короче, стримерскими всякими штуками. А все, да, короче. Ну все, значит, все хорошо. Я думал, можно отрепарентиться. А ты работаешь? Да, да. Косынки нет. Косынки нету. Нету косынки, никаких косынок. Так. Мастер. Я думал компромат на тебя увидеть. Тест? Компромат? А какой ты хочешь компромат увидеть? Я голые фотки свои не храню здесь, ты такого не увидишь. Такого нет. Создали. Теперь нам надо вот сюда вот его засунуть. Есть. Засунули, все это закрываем. Ку, ты же вроде какой-то другой проект делал. Додлилал его, что ли? Ку, да. Ребята, отмена. Голые фотки в другом месте. Да, в другом месте. Компромат типа фембойчиков на рабочем столе. Надо поставить на этот самый на рабочий стол, чтобы случайно типа ничего не видели. По поводу, да, делал и почти доделал и выпустил. Ссылки там есть, проект FPS, ссылки в описании. На Google Диск можно скачать, поиграть, побегать. Но да кому там... ты рассказываешь? Блин, я представил твои голые фотки. Зря, не надо. Хотя, может, тебе нравится, кто знает. Кто знает. Так, давай, вот это вот сцена компонент, да. И здесь, знаете, что я хочу? Я хочу F-таймер. Дэн 2 Ираклэнет темнокожие фембой. Я тёпк свою фотку с макияжем скину, только никому ни слова. Давай, Ты скидывай. что? Я натурал. Натурал, да. А ты кто дэнс прописывал, а? Кому понравился дэнс? А? Дендеракла танцующего кто вызывал? Кто вызывающего? Фу, вызывающего. Дендеракла вызывал кто? Танцующего, вызывающего Дендеракла. Так, вот это, да, мне подходит. Только здесь true. True. И я хочу, чтобы ты get world делал. Get world, spawn actor, да, вот это вот все, только actor location, get actor location плюс 50. Ты его поднять хочешь? Не надо его поднимать. Темнокожий один Диракл у нас белый. Осуждают, что гонишь? Что значит Диракл белый? Что такое белый? В смысле, кто такой белый? Что это за расизм такой? Кого-то кому-то причислять, осуждаем? Шутки про геев, конечно, смешные, но когда доходит до их изображений, мой тестостерон вызывает рвотный рефлекс. Ой, да ладно, ну ты рассказываешь. Я тебе свою фотку с макияжем не скину, только слова. Слова, хорошо. Ну ты расстроился. Ну я, кстати, так и не увидел фотку с макияжем от Дендеракла. Я все жду. А ну давайте кота. Давайте кота посмотрим. Новый кот будет. Я жду за звуком кота. Звукающего кота. Вот так вот. Вы 3-4 кота только выбили из 10. Что-то слабенько, очень слабенько. Я ожидал большего от вас. Да и не белый я, хотя кожа бледная, но я так-то узкоглазый. Опять этот кот. В смысле? 2 раза, прям сразу все активировали. Я думал, ты уже ждешь. Я про змею. Не надо никаких змеев, ты чё? Короче, баловаться. Что я хотел сказать? Вы вообще вы понимаете, что действительно это вообще-то, вот это танцует действительно Дендеракл. Это настоящий казах. Я же правильно помню? Ты же казах? Дендеракл. Вот это настоящий. У тебя рандом подрученный. Подрученный. Либо это очень в тему опечатка, либо ты специально это сделал. Вот. Ничего не подкручено.
Все ровно по единичке. У них шансы одинаковые. Просто вы вот специально этого кота делаете. Так, есть? Есть. Мы запускаемся, ставим. Мы не указали класс. Не, подожди, мы Казах, но от указали этих класс. танцев хочется. Ну вот, казах. Ну вот это ж ты. Это ж вот вы не знали, ребят? Вот это вот, когда нажимаешь восклицательный знак дэнс, прописываешь, это настоящий казах танцует. Пофиг, все по-своему хорше, но про расизм люблю шутить. Осуждаем шутки российские. Так, почему он их не спавнит? Знаете почему? Потому что это не на сервере происходит. Вот почему. Потому что мы спам сделали не на сервере. Вот эта вот часть происходит не на сервере. Как мы это сделаем на сервере, чтобы это происходило? Давайте пропишем ему здесь спавн. Мастер, вот тут вот правило. Типа, ну, фон, актион. Сервер. А что там дальше было? Reliable, по-моему, да? Там же Reliable. Reliable. Reliable, да. Reliable. Спавн. У тебя вообще самый слабый тир предметов белый, и это даже не шутка. Ты самый большой расист тут. Да, у тебя. Какой-то я расист. Так. Function здесь implemented not found. Это понятно, сейчас ты ее найдешь. Чё это я расист? Из-за того, что этот самый... Как там, стрелочка, не это самое, да? Понял, да? Тем более, это самое, как бы... По глазам вижу, как ты ненавидишь белых. Сам себя, что ли? Как? Или я мексиканец? Как меня там называли? Так, подожди. Имплементатион. Ахахахахахахахаха, осуждаешь. Осуждаю. Щелы с Ютуба по грани ходят. Да. Но мы их осуждаем очень сильно. Ты президент постсоветской страны. Это какой? Get World, хорошо. Он так не даст, да, делать? То есть эта фигня не работает. Вот то, о Да чем... видно, что тут главный расист это Unreal Engine. Или молодой Кубович. В которой выращивают один овощ. Ты чё, про батьку или что? В смысле Куба? А чё нет? Усы то один в одном. Ну, усы-то может быть, да. Ладно, я не буду ничего трогать. А ты про картофель. Ну да, он про него. А ты о чем подумал? Вы кота будете выбирать? Я буду вас дрочить котами. Кота, давайте кота. Давайте у ГПТ спросим по поводу вот этого вот. Что, мол, типа, если я заспавнил... Не, Broken не работает. Там новые команды, привет. Привет, приветствую. Там новые команды появились. Можно пользоваться. Broken. Новые, классные. Там они вообще такие вещи делают. Ждем, когда стример побреет усы и будет уже президент другой страны, которая в 40 годах захватила пол Европы. Осуждаем. А у меня так не получится, у меня по центру хреново они растут. А вот это они плохо растут, это они вот тут нормально. Вот это плохо. Это не получится. У меня вот такие вот штуки получится делать. Это не самое длинное, что я отращивал. Они вот так вот закручивать можно их. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Что давай такое спросим у случилось с Пеппи. тобою?
Не так надо спросить. Кстати, в реках иногда попадались видосы про физику и голосом батьки объясняются на примерах картошки. Видел, да, есть такая фигня вообще. Что делаем сегодня? Делаем сегодня? Ну, продолжаем делать. Сегодня башню делаем. Сейчас я пытаюсь понять, как сделать, чтобы то, что она спавнит, было и там, и там. Ну, ты же понять, я сейчас пытаюсь задать вопрос КПТ. То есть, либо эта башня должна будет отправить куда-то запрос, и там это все происходит, либо как-то именно башня это вызовет. Ну, то есть, она должна заспавнить актора, чтобы он был... Обучение в физмате дало плоды. Иначе бы тебе не попадались эти видосы. Да. Создай ее на сервере. Она уже создана на сервере. Так. Опа, стримера потихоньку доксят. А скажи свой телефон. Кстати, заметили, что Магнус на мои сообщения отвечает с задержкой? Он просто проводит проверку на то, надо осуждать или нет. Доксят? Ничего не понял. Свой телефон 261, по-моему, начинается. Плюс 261, да. Какая тебе разница? Ну, хорошо, ты узнаешь, и что дальше, что тебе даст. Кто, что и откуда, что тебе даст. А дальше? А дальше не скажу. Зачем, что ты мне звонил? Не надо мне звонить, я не люблю, когда мне звонят. Так, все, ладно, я звоню. Живешь на Мадагаскаре. Пробил, да? Да, все верно. Он самый. Так, очень приятно. А когда пишут? Когда пишут? Когда пишут нормально. Ну, ты написать можешь в Дискорде. Проблема. Пингвинов видел. Да. Иван Иванов старый прикол. Да, это очень старый прикол. По поводу Мадагаскара. Поэтому 261. Пробивает сразу. А то что это такое? Такого Мадагаскар. Так, это очень старая, да, фигня. Так, репетитивы знают только на сервере, даже если его вызовет клиент. Клиент просто уходит в запрос, сервер понимает. Если ты уже на сервере, например, этот актор уже заспавнил сервер и реплицирует, то звать... Не, ты и так находишься на сервере. Как правильно спамить? Ты можешь создать... always... Подожди, то есть вот это вот ему не обязательно... Я Войтнин прописал, я молодец. За это мне респект. Ага, говорили, что первые цифры ничего не дают, а потом... Да. Ну да, так и было. Так же и поняли, что я с Мадагаскара, и говорят таким: вот ты скажи первые цифры, они ничего не значат. Там же еще много остальных цифр. Вот я сказал первые, ты потом сразу пошел. Мадагаскар. Так. Это я молодец. Подожди, хорошо. Это я молодец. Давай запустим. Смотрим, молодец ли я 100% или не 100% молодец. Я не 100% молодец, потому что самет-то я не вызываю. Молодец, но не до конца. Молодец. Да не молодец, метод не вызываю. Че, мы завтра запустимся или не будем запускаться? Че, как думаете? Не падай.
А то мне как-то грустно, вы команды редко используете. Сделаем сразу. Дендиракл, ну так жит да не стример, а нейронка. Он проверяет твои сообщения по правилам запретов вот и думает. А мы решаем. Тогда давай и завтра, и послезавтра. Не, ну послезавтра нет. А вот Так завтра может. же суббота, а по выходным ти не стримил. Ну, это пока работы не было, сейчас работа появилась, и у меня другого варианта нет. Я либо буду стримить дополнительно в субботу, либо я, ну, как полстрима получается в неделю. Это что-то как-то меня не устраивает, я хочу постримить. Она-то и тогда была работа, но тогда там в А основном кем ночью. работаешь? Эта нейронка офигела. Кем? Хочет отдыхать от Программистом. нас. Программистом. Ронка отдыхать хочет. Классно, да. Так, давай. И оп. Стою на асфальте. Я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут. То ли он спавнит. Есть еще вариант, что он... А какой вариант? Ой, как там? Нейронки не заменили, хотя им до этого как до Китая раком. Вот именно. Там еще далеко. Вот, и я только в выходные своей игрой занимаюсь, работа она такая. Да. Можно было бы быстрее работу делать, то есть там, условно, 2 часа в день выделять на стримы. Просто там затупов очень много. Меня. Ну, вроде успеваю. Почему? То есть он их спавнит? Я вообще 2 месяца в Unreal не заходил. Зря, это зря. ТМТ Тавер. Но он пишет, что вот этот метод типа параша. Надо би протесит. А ну-ка. В логах. Пишет все шляпа. Это да, но на дачу комп не повезешь. Дача. Это хорошо. Чего не повезешь? Так вот берешь. Типа чап. Чап-чап. Чап-чап делаешь. Я смотри, какой комп. Разные бывают. Что я сейчас должен делать? Я должен запустить и посмотреть, если я запомню здесь. Если запомню здесь. И он ничего не спавнит. О, они никуда не летят. Уважаемые знатоки, скажите мне, пожалуйста. Projectile Movement. Так он нулевой. Мы же удалили его там. У меня системник, монитор, и мне это тащить в маршрутке, там еще и инета нет, кроме мобильного. А я так продвинулся в своем проекте, что мое эго опять выросло. Теперь кажется, что даже написание своего движка на вулкане мне по силам. Когда приступим, молодой человек? Когда начнем? Наконец-то. Bounce, Edge. Мне кажется, он внутри там. Надо, наверное, вот тут вот отключить ему коллизию. Кстати, надо было и сферу ему дать. Коллизию отключить. Ему надо block all custom. No collision просто. No collision. Когда заработают деньги, чтоб сесть за этот долгострой. Так, ну он пишет no owning connection. Есть вероятность. Фига там Дендиракл ждет, хотя о чем это я, сам на чистом OpenGL пишу. Ну, вы мощные.
Ну, Дендеракл, да, вот он сейчас вот он готовится, он потом как стартанет, вообще мощь будет. Но смотри, акторов он спавнит, вон они появляются. Я только сейчас заметил, он их спавнит. Они не летят. Вон они, видите? Почему не веб-банью мета? Это что значит? Заклинание какое-то. Так, always spawn, ignore collision мне нужен. Я писал на Апенгл, но было так скучно, что я дальше одной платформы с текстурой травы не продвинулся. F-actor spawn параметр. Ну там разные параметры. Артмаорс, молодец. Я на Хексифлексиол писал, туториалов нет, и тоже на Апенгл пашет еще и оптимизировано под флеш. Какие мощные программисты тут собрались. Все что-то пишут, один я что-то не делаю, не начну. Это к Unreal пристало, то и все. Ничего. Скоро начнем кое-что делать. А вам не скажу. Главное время, все время. Время. Вы мне будете помогать? Я сдаюсь, все, у меня затуп. Его же надо... Снова, пока, удачи. Давай. Его, наверное, действительно надо поднять как-то по координате какой-нибудь, выдвинуть его куда-нибудь. Типа плюс F-вектор сделать. F-вектор, я не знаю какой. Давайте по X его шлепнем. 100 какие-нибудь. Не надо. 0. Ержан, пока. Опять вы этого кота еще и вместе написали. Не надо. Старый, ну чё ты? А что с ним делать? Что он не спавнится-то? Блядь, а? Что такое Я не знаю. случилось с тобою? Иван Иванов, тебе подойдет команда под такие действия. Иу. Вот это. Иу. Вот так вот. Е и В. Команда восклицательный знак Е и В. Надо было мне она тебе оставить кота. Я бы 100 другого призвал. Вот вместо старый, ну что-то тебе подойдет вот по поводу, вот когда что-то происходит. Не то, вот тебе она прям идеально подойдет. Ну, допустим, хорошо, я поменял эту шляпу, и чё? Слушай, ну он их... Не, мне старые заходят. Ну, ты Иу еще не пробовал. На команды вас разводить приходится тяжело, это очень тяжело. Почему он их не спавнит? Я статик мэш не указал. Все они пустые. Дендеракл, давай ты, у тебя рука фартовая. Brother, what's that? What's that, brother? Где эти... Ты чё, стой! Куда? О! Куб Целин. Ну хер с ним, пусть будет Не, Целин. ну справедливо. Ау! Прям я. Да, вот я же говорю, тебе прям понравится. Я же чувствовал, понимаешь, это вот special for you. Вот это вот вся история была. И момент в трус. Старый, ну чё? Так, Вернулся, а тут вместо стримера кот блюет. Есть такая, да, история. Случилось с тобою? Я не знаю, сколько вы котов 5 попробовали, 6? У вас еще 4-5 кота осталось. То есть он реплицируется. То есть получается, если мы поставили его, то нам не обязательно на серверную часть делать, да, вот этих акторов, которые мы заспавнили с помощью серверной части. То есть если... Подожди, у меня сейчас мозг это самое думает очень мощно. И правильно ли он думает? То есть если мы поставили, что актор реплицируемый,
он его создал на сервере, а у этих создается копия, правильно? Что это записывающий мальчик? У него создается копия, правильно? У всех остальных создается копия. И если тот что-то делает, которого мы создали, актор, то... Нет, написано. Ну все, дальше прекращаю. Нет. Brother, what's that? What's that, brother? А как? Если нет, то как? То как? Его, кстати, Мухаммад Хоблас зовут. Окей. Давай кота. У тебя удачливая рука. Может, нового выбейте. Наконец-то. Со звуком который. Не копия, а происходит упаковка ноликов и единиц и передается клиенту. Что-то видишь, как бы недоволен тем, что ты написал ноликов и единиц. Мы только что тут... И чё ты такой злой? И, грубо говоря, клиент видит, что происходит на сервере. Ну, то есть... Сам актор существует четко, тупо на сервере. А то, что видит... И получается, если мы создали реплицируемого актора, нажали вот этот replicated галочку, мы его заспавнили от сервера, то есть он заспавнился у сервера, и все, что он делает, все, что в нем логика происходит, это происходит на серверной части. Вот. Я вот об этом. И тогда у меня вопрос, надо ли вот эта вот штука для методов, которые вызывает такой актор, или нет? Или оно и так будет все равно на сервере выполняться? Вот я об этом. А копия, это мы только что смотрели по поводу геймплей, гейм-инстансов, гейм-стейтов. Или как они там, стации, что-то такое. И, короче, что тот существует у всех везде. И так должно. А Game State, он типа, мол, существует на сервере, у всех остальных копия, которая сразу передается. Тут та же самая фигня, короче. То есть вот то, что я говорил, это, короче, у всех существует, грубо говоря, ссылка на того, кто этот. И все, что он делает, сразу передается в того. Ну вас. Давайте кота. Давайте вместо меня кота. Все. А, у нас здесь этот есть. Дальше. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Хорошо, башенка у нас есть. Что такое случилось с тобою? Новый код. Все, он устал. Ну, я просто знаю, что он делает. Что он делает. Вам знать не надо, что он делает. Так. Значит. Такая вот штучка. Уже третий новый код подряд. Я везунчик. Ага, ага. Вы так до сих пор со звуком катань так и не выбили. Без вариантов еще. Так, хорошо, то есть мы... я плюс-минус правильно понял эту хрень, то есть он существует на серваке. А ну, давай чисто для тестов. Я хочу тесты увидеть. Я хочу тесты, я вот это сейчас закомментирую. Ну, давай перезапустим. Грубо говоря, у всех реплицируемых объектов есть состояние, и оно передается всем. Это как я понимаю, хотя в Unreal вообще не шарю. Ну вот и я так понял, то есть если ты нажал Replicated, его заспавнил именно сервак, сервак заспавнил этого товарища, хотя там написано было, что все спавнят, тут я могу ошибаться. Код со звуком. Почти получилось. То у тебя буквально вот эти вот... Ну, это не копия именно, это копия, которая сразу же
повторяет все за тем, который находится на сервере. То есть любое взаимодействие, я так понял, с вот этим вот актором будет менять его и на сервере, и у остального. Ну, прекращай. Это не копия. What's that? Да я знаю, что это не копия, ты не понял меня. What's that, brother? Это не копия, но это копия. Все, не дрочи. Все, удача закончилась. Удачи закончилась. Это байты. Это байты. А, implementation надо убрать. Здесь тоже убрать. Посмотрим, работает или нет. Это копия, ссылка. Ссылка, копия. Так проще будет понимать. Я понимаю, что это не копия, а именно копия, которую взял. Копия другая существует. Это... О! Почему ты через не изучаешь? Потому что я хочу через плюсы это изучать. Ты бы быстрее разбирался. Может быть, но суть-то не в том, чтобы быстрее. Я сижу на стриме, общаюсь, кайфую, экспериментирую, получаю удовольствие. Зачем мне это быстрее? Зачем мне здесь быстрее? Да, то есть я был прав в голове. Ну, объяснил я, может, хреново, кто-то что-то не понял, что я имею в виду, но теория моя подтвердилась. То есть то, что он делает, это повторяется на всех. Вот. Угу. То есть все его действия видят все вот этого объекта, который реплицируется. Угу. Окей. Так это упрощает гораздо вообще все. Все упрощает. Это все упрощает. Это упрощает все. Угу. Много упрощает. У нас спаунпоинт должен быть актор. Tower актор это не самое... и в нем логику все держать. Просто я-то хочу в конце разметку, но сейчас я не хочу разметку. Вот как понимаете, как хотите. Просто по-простому пойти. Это есть у нас слот. Мы тут нажимаем и там тавер строим. Разметку я частично в теории понимаю, как сделать только. Это все надо поле поделить на кубики, как-то что-то делать с ними. Но у меня только порнографические какие-то штуки приходят. То есть какие-то там создать чуть ли не... Сетку, что ли? Ну да, чуть ли не в прямом смысле эти кубики акторов и смотреть, что там под ними находится, лейн-трейсы пускать, типа, и подсвечивать их. Мне кажется, чуть шляпа. То есть мы создадим... Область. Есть метод, который возвращает локацию с учетом заданной сетки. Подробнее. Поподробнее. О, ю. А время-то просто просрано. Подожди, не, все, не подробнее. Все, ребят, мы заканчиваем. Резко мы заканчиваем. Вот так вот. Все просрано. Видите, как классно засиделись, поболтали. Старый, ну чё ты? Блядь, быстро все. Вот. Что такое? Я всандалю тебе на эту команду уже минут 20. Короче, да. Не повезло с котом. Но, по-моему, там еще один кот. А, да, там точно, там еще один. Пришел. Да, дедлайн пришел. Ладно, ребят, хорошо, сидели, в общем, завтра на стартанем. Я думаю, я не знаю когда. Но я думаю, в стандартном. В этом, тоже утром что-то там. 9-10, так, плюс-минус. Всем посидим. пока, я домой. Да. Продолжим, может, насчет сетки подумаем.
И насчет сетки подумал, короче. Или спавнер создадим. Наверное, по-простому давайте сделаем вначале. Чтобы вообще хоть что-то получилось. Просто мы опять вот начнем там туда-сюда, 3, 10. Так по-быстрому, быстро. Раз-два. Вот так. Шоп-шоп-шоп-шоп и все. Ладно. Затрындился. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. Да и вообще там много всяких ссылок разных. Переходите, там ничего опасного. И всем пока.